ладно. А-а. Алекс. Какой? А. Так. Хм. Юсуф Шоу, привет всем. Здравствуй, Юсуф. Ты первый, походу. Никого нет. Что удивительно, да. Это что это такое? Что это? Спасибо, что заскочил. Конечно, только я, брат. Спасибо, дружище, что забежал. Сейчас подтянутся. Надеюсь. Кто-нибудь. Посмотрим. Как ваше здоровье? Нормально. О, Мат Студиос. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Привет, привет, Два валета и вот это. Как сам-то? Нормально, целый день сегодня спал. Целый день вообще, прикинь. Это какой программы? Миха, привет, чё не пришел? Артем, я спал. Я спал, прикинь. Я сегодня до обеда спал. А чё, кто был, Артем? Все были, кроме меня? Он полосу купил, катанку купил. Я выспался. Ты представь, как я устал за неделю, короче, что я спал до часу дня. Мне бы так. Я Макс и Серый. Ничего купил. Мне бы так. Это какой программы? В смысле какой программы? Не купил. Ну нормально. Что бы я сегодня делал? О, Эдни! Великобритании, привет! С России! Здравствуй, дорогой. Ты понял, я написал же тебе там это самое. Полтос он стоит, ну 50 тысяч, короче, рублей. Юсуф, ты вот только походу так вот пишешь, да, там, жду в гости. Вон она что. Ну ладно, в принципе. Да, я видел. О, десерт. Здравствуй, десерт. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Так что
Артем, завтра? Один день ничего не решает. Завтра приду и доварю эти крестики. А нельзя так писать? Да пиши, пиши, ради бога, чё? Пиши. Я не против. Вот. Как там погодка? На улице погодка. Ну, жарко, короче. Ну, сейчас-то попрохладнее, вот. Да. Тепло опять пришло, короче. Не надо, прохладно сегодня было. Ну что ты меня палишь, а? Вот ты засранец какой, а, Тёма. Я сегодня вообще на улице вообще не выходил. А кто был? Пацаны были? А, Макс был. Кто там еще был? Ты что-то так слитно написал. Макс что, варил, наверное, этот кентавр, да? Оградку убрали, которую я сварил. Я замучился ее туда-сюда. Выносить, заносить, заносить, выносить. Да. Канал Винегрет. Виктория, здравствуйте, здравствуйте, приветствую. Спасибо, что забежали. О, музыка тоже пришла. Вау, ничего себе, прикольно. Лайк стриму, спасибо, да, ребятки, не забываем ставить лайки. Кто не подписан, ну все подписаны, да, все присутствующие подписаны. Канал, я с вами, жду вас. Потому что Тём завтра, что завтра приду. А ты там не это, Менделей не гнул? На это, на вторую оградочку. Не надо их доварить. О, привет, Мишаня, привет, чат, я приперся. Меня не ждали. Маме привет, хорошего стрима. Каналу Винегрет, привет. Привет, оу, щет. Здорово, Сереж, здорово. А что красил? То, что я наварил? Ну да, в принципе. То, что я наварил, ты и красил, да? Яшно, яшно. Я сегодня успел. Короче, встал в час, наверное. Прикинь.
Попел песен в смуле и опять лег. Да, сегодня даже видео не скинул на канал. Я тебе говорю, да. Я просто посижу, послушаю. Интересно, удачного стрима. А чё так, Макс, студио? Да что ты пиши, чё? Что-нибудь пиши. Ну-ка, да, надо ее спеть. Я давно ее не пел, эту. Нет, не так. Ай-яй-яй-яй-яй. Где она? Не то, не то. Давай спой круга. А, точно, круг. Сейчас круга, значит, мы споем. А где она? Это, херня-то. Как бы... Ни хрена себе, подожди. О, Михаил, талантливый гитарист, вы, кажется, сейчас что-то описывается, привет, живите в счастье 100 лет. Олежек, здравствуй, дорогой, здравствуй. Блин, у тебя там столько видюх, короче, обалдеть, ты прям каждый час их выпускаешь. Офигеть, короче, я замучился лайки там ставить. Просто замучился, Олежек. Привет, Мишаня. Никитос, приветос. Спасибо, дружище, за 10-очку. Спасибо огромное. Здравствуй, Никита, здравствуй, здравствуй. Спасибо за 10 рублей. Приветствую, приветствую. Так. Сначала в донате, а потом туда. Здравствуй, Никита, здравствуй. Чё там? Чё там? А, трансляция. Ну сейчас все, сейчас у всех трансляции начнутся. Ну, понятно. Так. Ёкарный бабай. Как ты, Никита? Нормально все? Надеюсь, все хорошо. Ага. А что это? Стрим подвис? Ну да. Сука. Подвис немножко стрим. Ну ладно, что ж бывает. Да. Эти видюхи 8 лет давности, а после операции в больничке устанавливаются. А, ну давай там, короче, не болей. Вообще болеть стрёмно. Ну, мы люди, что поделаешь, мы болеем. Печально. Желаю, ребят, вам всем болеть от любви взаимной. Вот. Болезнь, любовь это же тоже болезнь. Вот. Не от разделенной, есть неразделенная любовь. Ну, то бишь, ты кого-то любишь, а она на тебя там внимание, короче, не обращает. А от любви, короче, чтобы разделенный, все, чтобы было у вас там туды-суды, там шурум всякий, бурум. Ну ладно, поем Артему песенку. Я закрою глаза, я забуду обиды. Ланочка, здравствуй. Я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, конечно, помню. Мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть.
прежде в глаза. Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть, и как прежде в глаза. Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть, и тогда я спою до слезы, до рассвета. Будет время дрожать на звенящей струне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. А я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя, но другим никогда. Видит Бог, я не буду, если что-то не так. Вы простите меня, но другим никогда. Видит Бог, я не буду, если что-то не так. Вы простите меня, я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Здравствуйте, ребятки, здравствуйте, Полли, Леха Коптелов, Лешка, здравствуй, Дима, директор Крыма. Ты красава, я сказал. Привет, Ланочка, здравствуй. Олежек Глазистов тоже. Дима, директор Крыма. Сука, нормально. Привет всем, спасибо, ребят, что зашли. Леха, слушай, да он и так, Тём, он заходит, слушает тоже. А, Ярик, блин, Ярик, здравствуй тебе. Ярик, здорово. Ну да, Полли тоже, привет, Оли. Как ты, Олежек, как вы, ребятки, как? Нормально все, надеюсь, все хорошо. Скоро осень. Ёкарный бабай, как я не люблю, короче, ничего кроме лета. Ну, не жаркого, конечно, да. Жаркое лето это... Ай, нехорошо, да. Лето жаркое когда. Ты что-то сегодня такой веселый, что принял? Дима, я всегда такой. Вот. Я просто сегодня целый день спал. Ты меня еще в зелке не слышал, как я там юморю. Там тоже частенько задают этот вопрос новые пользователи. Говорят, ты что, под чем-то? Я говорю, нет, я всегда такой. Миша, море, солнце, пляж. Мне вам говорят, да, отдыхаешь. Так. Мишка, привет всем. Мариночка. А про осень что-нибудь знаешь? Что такое осень? Что-то там-то. ДДТ. Но я ее не списывал. Молодец, супер. Да, Дим, я такой, по жизни. Простачок. Мариночка, ну что?
С кем тебе поздравить? Ну-ка, напиши-ка. Привет, Марина. Привет, привет. А кто? Сын. Поздравляю, Марин. Поздравляю тебя с рождением сына. Пусть растет здоровый, короче, богатырь такой, да. Вот. Счастья ему, тебе тоже, да, всего самого, короче, наилучшего. Да. От души прям. Блин, офигенно. Спой, пожалуйста, мой лучший друг. А, Иланочка, я не знаю эту песню. Да, конечно, ребята, такое событие, офигеть. А я что-то вспоминал тебя, Марин, недавно, думаю, наверное, уже родила, да. Вот. Марина Маслова, Сереж, она родила. Помнишь, на стриме сидели, она говорила, что ей скоро рожать, и вот родила. Так меня даже не вскрывали, перевернул, господи, не вскрывали. Такое слово, знаешь, сейчас он Артем сразу что-нибудь поймет, он, короче, долго объяснять. Артем или Леха. 5 августа. Ага. Вот. Так. От души. Дим, не так. Запоминай полностью, как это звучит. От души, душевно в душу, для душевной отдушины, душой по душе. Запомнил? Вот. Тома Сирадзе поднимем Грузии. Всем привет, друзья. Лайк поставил. Спасибо, Томочка. О, забежала. Спасибо огромное. Что-то давненько я не видел вас у себя на стриме. Блин, офигеть, народу сегодня сколько, а? Это что такое? Ай-яй-яй-яй-яй, рука чешется левая. Да, я уже не верю в эту примету. Ни хера вообще что-то. Да, давно не заходила. Ну ничего страшного, главное не забывайте жену. Ты не помнишь ее, Марину эту? Ну, жаль. Она стихи пишет, прикинь, Сереж. Хорошие. Да. Вот так вот. Да, Марин, ну слава богу, что все. А то ты помнишь, переживала, говорила что-то там. Кисарить, наверное, будут. Ну, видишь, как получилось. Что все обошлось, да? А, вот. Слава богу, да. Пятого. Ты написала же 5-го, ты же говорил вроде 8-го, да, августа? Должен был быть. Должны были быть роды. А видишь, как получилось? На 3 дня раньше. Спасибо, хочу дуэт с мамой, Миш, я сама рада. Мать, она ушла куда-то там, я не знаю, какой-то подруги, что ли, или что. У нас пополнение в семейство. Да, да, Томочка, вот Марина Маслова родила сына 5 августа, да, вот так. Это замечательно. Это же чудо, да, что когда рождается человек. Это круто. Как назвали? Да, кстати, Марина, точно, хороший вопрос, ладно, задала. А у меня, короче, вот всех моих детей мы давали выбирать матери, вот с которой, собственно, я и пою песни. Ну, просто писали листочки, потому что мы никак не могли определиться. Моя бывшая говорила это, я говорил то, вот. Ну и, короче, ладно, чтобы никому, вот мы там в шапку или в что там кидали все эти, которые мы хотели, там, Саша, Владик, там, да, дочку Гели, и только это самое. И все, и она выбирала. Всех, вот 4 моих детей она выбирала, да. Давай песню про маму. Ладно, спасибо. Назвали в честь папы Владимир. О как. Алевтиночка, привет тебе, привет. Привет, Алевтин. Так что вот так.
Так. Давайте песню про маму. Блин. Порядки-то здорово. Да, Томочка, да, да, действительно. А чё ж про маму? Только петлюру, если мама, ты меня сегодня не дождешься. Что-то я покинул отчий дом. Бродяга-странник. Знаете такой? Давай песню чифернуть бы ништяк, Миша. Я не знаю такой, Дим. Такую я не знаю. О, да, да, да. Что, чё? Да, да, да. Мариночка. Плохо. Ну, Дим, я же тебе говорю, что пока вот у меня нет компьютера, я пою то, что у меня в голове. Бродяга. А я бродяга, странник. Сейчас мы надо еще и найти. Можно вязаный жакет, короче, спеть. Ну где вот она? Я вот не знаю. Ну, давайте бродягу тогда. Сейчас мы ее найдем сначала. Ёкарный бабая. Фу, блин, как всегда. Что такое? Что случилось, Мариночка? Блин, у меня столько песен, вообще кошмар. Миша, ищи эту песню. Бродягу, да сейчас найдем, ты чё? У меня же не вот такая тетрадь, там вот такая, короче. Даже вон, видишь, не помещается в эту. Сейчас найдем, чё, Марин? Найдем. Так, тут нет. Тут не, она вот где-то вот тут. Тут тоже нет. Ладно. Сегодня я был, вчера ночью я был, там песни включал свои. Вот. Да тухлячок там, ну так, не знаю, как обычно, короче. Там новый глюк, половина авторизованных пользователей, ну, которые в личке пропали у всех. Амбарную книгу достань, говорит. Так. Вот, так что... Ты меня сегодня не дождешься. Мама, я покину отчий дом. И отец с утра опять напьется. Для него я был нелепый сон. А я бродяга странник. Одинокий я, как ветер сам. Я бродяга, сам себе начальник. И свою свободу не продам. С детства я не знал семейной ласки и не видел трезвого отца.
отец бил мамку и меня. А я бродяга странник, одинокий я, как ветер сам. Я бродяга, сам себе начальник, и свою свободу не продам. Мягкую кровать мне заменила твердая фанера чердака. Белый свет не стал светить уныло, без тепла родного очага. А я бродяга странник, одинокий я, как ветер сам. Я бродяга, сам себе начальник, и свою свободу не продам. Третий год скитаюсь по просторам необъятной родины своей. Мама, ты прости меня такого, я другим не стану, хоть убей. А я бродяга странник, одинокий я, как ветер сам. Я бродяга, сам себе начальник, и свою свободу не продам. Да, Танюш, привет тебе. Егор Водолазский, здравствуйте. Так, кто-то, мне кажется, стучится. А может и нет. Сейчас даже выключать ничего не буду. Ты не бойся, это глюк, Бомбарбея Киргудук. Парам-пам-пам. Так. Да, 33 минуты, надо идти курить. Ага. Не разбегайтесь, ребят. Я быстро. Я вернусь. Олег Винник, плачет иконы. Танюш, я даже и вообще не знаю эту песню. Вот. Поэтому. Вот так вот. Миш, спасибо. Теперь веселый молочник пошел на кормку. А, все, я понял про что ты, да. Сына кормить. Понял. Так. Ну, в любом случае, Марина, если что, уходишь, спасибо, что зашла. Слава богу, что у тебя там все получилось. Все хорошо, да. Веселый молочник. Прикольно. Так, значит, мы сейчас вам что-нибудь включим и пойду я подымлю. Ага. Очаровательные выходы. Позови меня вот эту, давайте любое послушаем. Вы послушайте, а я пойду подымлю. Захват. Вот так сделаем. Не разбегайтесь, ребят. Да. Любэ, позови меня. Попробуем. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки сходят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивает сирень и смородина, позови меня, тихая родина. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня,
позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печальная, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик ли дальние ехали, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печальная, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печальная, позови меня, позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я вернусь, я сдержу обещание. Всем спасибо. Спасибо. А так быстро песня кончилась. Ёкарный бабай. Что-то забежал на 5 минут. Здорово, Андрюш, здорово. Не знаю, кто там что-нибудь, может, писал. Я на 5 минут. Работа. Я сегодня целый день спал. Целый день сегодня спал. Тарам-пам. Тарам-парам-пам. Пу. Китайская гитара, сосед дал. Вот. Так, я ж на работе, в 22 забегу, если стримить будешь, в среду и четверг выходной, ты же знаешь. 22 по Москве, это у меня будет 23, не, это что? Хотя, если народ, вдруг вот народ сейчас откуда-нибудь как хлынет, как прибежгут, и буду я тут до утра сидеть. После 11 я все равно пить не буду.
Ой, люди, сидим до ура. До ура или до утра? Да, до утра. Мне на работу, мой милый друг. Я сегодня должен был быть на работе. Я до обеда спал, до часу дня, прикинь, спал. Будильник, все, ничего вообще, да ничего не слушал. За неделю вот так вот устал, что все. Кирдос, короче. Прикинь, Андрюх. Да никого нет уже, походу, все разбежались. Не, ну а что, люди зашли, да вышли. Ну нет, ну есть, может сидят, просто слушают. О, я только заметил, гитара другая. Ну это сосед дал. Надо Булату, наверное, позвонить, у него взять эту Yamaha C40. Вот там вот звук, мама дорогая. Да, сука, денег нет, можно было бы таксистам заказать какую-нибудь там, купили мне. Да, ладно. И это пойдет. Двадцать лайков? Ты серьезно? Серьезно? Что-то фантастика какая-то. Ни хрена себе, это радует. Обалдеть. Спасибо, ребята, спасибо огромное всем. Вот это ничего себе. Прикольно. Ну, видишь, Артем, у всех дела, походу. Либо бегают по стримам там. Ну, сейчас же у всех стримы. Сейчас ко мне оповещалки приходит. Этот начал стрим, там, и это начало стрим. Вон тот тоже начал стрим. И вон даже вон тот начал стрим. Вот. Поэтому чисто ради уважения заходят ребятки, ставят лайк и дальше бегут. Ну, хоть так, ну. Так что завтра рабочая неделя, надо до воскресенья. Походу я один остался. Ну, что ж, Тёма, ну. Это, завтра начнем трудно. Да что ты, прям ударно трудиться. Ну, к воскресенью надо набрать деньжат, пацана отвезти, денег ему там дать. Да. О, Эдни тут. О, Эдни тут. Нифига себе. Ну, хоть телефон я ему купил, да, он прям так мечтал. Я здесь. Я рад.
Опять крестов на покраску срочно надо, вон оно что. Ну да, тогда завтра я с утра прям начну их вензельками обтяну. 5 штук тебе. Пацаны зачистят и все. Значит, это с уголками уже их, он сказал, уголки потом. Но если на покраску, то да, значит, надо сразу прям. Я понял. Ну, завтра будет день, будет пища. Че сейчас об этом разговаривать? Нахер, не хочу. 4 зачи... Ах ты ж ёкарный баба. Это вообще замечательно. Вообще. А что не 10? Надо было 10 зачистить сразу и все. Блин, надо гитарку поставить, потому что должен один человечек зайти, ради которого я, в принципе, и взял гитару акустическую. Не знаю, зайдет, не зайдет. Кентавр срочнее. А что, Максова сварил уже, что ли? М? Че, он за сегодня его сварил? Кентавр. Ну, если был, наверное, да, сварил. Одиночный пока. Еще один одиночный. Или че? А, подожди, этот, который он делал, ты его завтра будешь красить, да? Или что? Ага, двойной завтра закон. Я понял. Ну ясно, ясно. Тем. Там шеф не подумал, Мишаня, все в Бухаре, короче. Не спи, я не сплю, нет, нет, Эдни, я не сплю. Я сегодня выспался. Надолго. За неделю, считай, весь день спал. Что-то все зашли и ушли. Ну что, бывает. А ему Миша придет, Миша придет. Да ну ничего страшного, ну чё у меня? Я же не официально, ну. Ну, короче, подумал, что я... Да? Ой, да мне по барабану, что он там подумал, шеф. Ну, значит, так нужен был. Если бы нужен был сильно, он бы позвонил бы мне, понимаешь? Поинтересовался, что там со мной. Я тебе говорю, я до обеда, я до часу дня спал. Такое глаза открыл, что-то мать там, я такой. Часов 9, наверное, короче. В раздумьях такой идти, не идти. Смотрю, чего ебать? Время час. Какой идти, куда? Вот это да. Встал, поел там туда-сюда. Песен попел в смуйле. Прилег опять, все, и уснул. И проснулся час назад. Я думал, тебе Боуком хороший закинуть, но хрен знает, как там с доставкой. Я на неделе прозондирую, дам знать. Нифига себе. Я не откажусь, Эдни. Знаешь, некоторые вот, да не надо, ты чё, да давай. Не вопрос, напишешь в каком-нибудь комментарии там, ну вот, где-нибудь я тебе там номер телефона дам, ну, в смысле в WhatsApp спишемся, созвонимся. Не надо от помощи отказываться никакой, да?
Дают, бери, бьют, беги. Бэушный комп хороший. Да вообще было бы шикарно, я не знаю. Окей. Ну и все, не вопрос, Эдни. Почему бы нет? Почему бы нет? Стрим ждем всех, Сережка написал. Сереж, да все, там уже можно эту группу, не знаю, удалять. Там заходит Настя, и то сейчас занята. А Левтина, ты, да и Артем. Кто там еще? Все остальные. Забили все. Вот. Так что да, Эдни. Блин. Слушай, с Великобритании в Россию. Тебе пересылка, знаешь, сколько выйдет? Если уж так вот ты говоришь, если хочешь сделать такой босяцкий подгон саратовским пацанам, очень дорого выйдет пересылка. Ну ладно, смотри сам, что, я не отказываюсь. Вот, такого скромничка и не включают. Эдни, да ты чё, братан, не надо. О, привет, народ, мир в хату. Так я узнаю, дам знать, здесь комп не проблема. Я понял, Эдни, давай, дружище. Напишешь там, в любом комментарии, вот. И все, и созвонимся там, или как. Если что, тебе адрес напишу. Ну, по-любому, в WhatsApp. Вот, я тебе адрес тогда дам. Саш, здравствуй, здравствуй, дорогой. Карл, здравствуй тоже. Да вот мне Эдни хочет компьютер выслать. Тебе лоптоп или стационарный? А что такое лоп? Ну вот у меня стоит, вот, стоит на земле, стоит такой. Стационарный, наверное. Ноут. А, не, ноут. Зачем мне ноут? Нет, мне не нужен ноут. Мне нужен вот такой вот, вот он стоит. Коробочка, да? Сундучочек такой, ну вот. Нахрен мне ноут? Не нужен мне ноут. Стационарный лучше, да. Ноутбук мне не нужен, однозначно. Зачем он мне нужен? Коробочка. Ой, ладно. Коробочки, и сразу смайли такие. Ну, конечно, есть ноутбуки за 300 тысяч, да? Там ноутбук, блин. Да ну его нахер, ноутбук. Почему? Ну, все тихо. Коробочка с мозгами. В смысле? Ты чё? Из города, где привет, забежал поздороваться. Привет, привет, привет. Ну ты знаешь, да, я заходил к тебе. Вот. Так что вот так вот у меня, как вот я говорил тебе, сегодня говорил. Вот. Так вот у меня не через модем, у меня нет модема пока что. Так что вот так вот я делаю. USB шнур, телефон, режим модема включаешь на телефоне и все. А так такой хороший у меня дома в кладовке есть. Короче, я завтра на почту сгоняю и будет все знать. И буду все знать. Хорошо, я понял тебя, Эдни. Ну, если ты же в Великобритании, пересылка плюс таможка, он там будет стоить, пересылка егошня, ой-ой-ой, сколько много будет стоить, очень много, да.
Да, потому что у тебя стрим подвисает, понимаешь? Звук-то нормально, как и у меня, в принципе, с Ростелекома я сидел, звук ничего, нормально все. Вот. А вот сам стрим, он заедал жутко просто вот подвисало изображение, вот так вот все дергалось там. Вот. А так даже видюшки можно смотреть с роутера. Нормально все там до 10 что ли мегабит в секунду. Вот. Но по-любому он у меня будет, потому что если будет второй компьютер, когда-никогда, он по-любому у меня появится. На этом вот, который сейчас, я буду просто музыку включать и под музыку петь. Да. Там за килограмм вроде по фунту, я сейчас, может, вы найти. Ну ты посмотри, да, Эдни. Если что, напишешь в любом комментарии, и все, и мы с тобой там номерами обменяемся, в WhatsApp созвонимся и пообщаемся уже. Раз уж ты захотел так подогнать мне компьютер. Давай, я не отказываюсь. Че, ну как раз к Новому году, может, и придет, да? Хотя, не знаю, там он с Америки одна девушка говорила. 2 недели, что ли. Хватит мучить гитару, сыграй что-нибудь. Да сейчас споем, что-то. Да, вот эту споем. Много горя, боли и лишений нам с тобой изготовила судьба. Редкие минуты откровений. Сейчас, подожди, Карл. Ты найдешь с людьми лишь иногда. Никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и ад вдруг станет раем. Боль уйдет, как талая вода. И когда страданиям нет предела, и померкло солнце для тебя, не забудь, что где-то бьется сердце друга навсегда. Никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и ад вдруг станет раем. Боль идет, как талая вода. И собравшись мы за чашкой чая, начав откровенный разговор, боль твою развеем мы печали, навсегда покинув этот дом. Никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и ад вдруг станет
Боль уйдет, как талая вода. Да, что-то я переход плохой сделал. Так, Карл какую-то про любовь пел. Крутую песню про любовь. Может, карие глаза только если... Спасибо, класс. Ну, да что, мне ж не сложно. Мне же не трудно спеть. Вы что? Вот. А, Карл, может эту, вот, как она там поется? Твои карие глаза, твои сладкие уста. А, Стас Электрик, здорово тебе, здорово, Стас. Да я видел, ты написал комментарий. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Что такое, стрим подвисает, что ли, опять? Ёкарный баба, что за херня? Нет, нормально. Вчера не смог. Ну, бывает у всех. Чё, все, я ж понимаю. Понимаешь? Я понимаю, ты понимаешь меня, да? Это тоже... А какую я пел-то еще? Давай вспоминай. Так, короче, вы тут поздоровайтесь, я пойду дымну. Да, эту классную. Сейчас я тогда пойду подымлю и вам ее спою, а пока Карл пусть вспоминает. Красивый стрим у тебя. Вчера смотрел. В смысле красивый? Как это? Не знаю. Ну, всяких блюшек, рюшек там нету. Обыкновенная беспонтовая кровать. Гитару сегодня взял у соседа. Должен человечек. О, вот он зашел, человечек. Маэстро, никуда не уходи, смотри, вон она. Да что ты, вон она, видишь, стоит, вон она. Да что ты, тихо, пальцами. Вот она стоит сейчас. Значит, смотрите, я сейчас пойду покурю. Настенька, здравствуй. Офигенная картина получилась. Я думал, это ты хотел тебе заказать свою фотографию. Блин, я бы даже денег заплатил за такой шедевр. Это просто, сука, шедевр прям. Вот. Маэстро, дружище, Андрюха. Андрей вроде бы. Не уходи никуда. Сейчас я пойду курну и спою песню «Карие глаза» прям под акустическую гитару. Да? Да. Не уходите, пока можете познакомиться там с кем-нибудь. Маэстро, только не уходи, хорошо? Вот. Так, значит, я вам сейчас включу какую-нибудь песенку, а сам пойду покурю. Я сегодня, кстати, на работе не был, маэстро, да. Я сегодня отдыхал. Так, позови меня, девушка просто куколка. Вот эту включим, вы послушайте ее, а я сейчас пойду дымну. Я за нее 1000 отдала. Окей, так, хорошо, сейчас я вернусь. Я вернусь. Тебе моя последняя любовь. Кладу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь. И губ незацелованные изгибы. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. И давность фото явно подтвердит. Загадка глаз, как у Марины Влади, что этой девочке давно потерян след. А фото так из юности привет. Храни его на письменном столе, Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде.
Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. Настюша, привет, Настюшенька, привет тебе, привет. Все девочки хорошо поют у Михаила, но иногда Михаил поет не слишком хорошо. Да, вот вчера мне сказали, что я там... А, Настя была же, да, вчера я ее... Господи, кого ее слушал с тобой? Только что с Катюшкой эту песню слушал. Ты что, Саш, даже на моем канале слушаешь мои песенки? Серьезно? Вот, блин, вот это нифига себе. Миха? Да, Карл. Миха? Да. Еще раз напиши, Бог любит троицу. Я тут. Все, ништяк. Маэстро, давай. Я тут, гитара тут. Она еще не поняла. Что-то ничего не понял. Че, кто не понял? Она еще вполне серьезно. Все, я понял. Юра Шатунов. Карл, сейчас споем ее обязательно. Давайте для маэстро споем песню. Блин, нет, не для... Ну, короче, ладно. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить. Целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Хочу, чтоб знала ты про тебя лишь мои сны, как реально вижу, будто в жизни я. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Да, такая песня «Маме привет, я спела там с тобой ее любимую песню для твоей мамы». О, нифига себе, Настюша, я смотрел твой аккаунт сегодня в
смули. Ну, тут прям такая, ничего себе, прям. Ладно, я пошутил. Не, ну нормально, да, нормально. Наташ, привет тебе, маэстро, лайк. Ну, понравилось. Я ж специально, братан. Я ж не балабол. Я сказал, я сделал. Вот. Я уважаю своих подписчиков, людей, с которыми я общаюсь не только тут, но еще и в Зелло. И... Вот. Ну, у меня вот пока гитары нету акустической. У меня, сука, пока ничего нет. Вот. Будет. Надо Булату все-таки будет позвонить, спросить у него Yamaha C40. Там такая гитара. Вообще красиво. Спасибо, Стас, спасибо, что оценили. Так, Карл тут у нас. Карл. Я сегодня, маэстро, Андрюк, я сегодня спал до часу дня. Прикинь. Как ты там? Она с него не сводит глаз, да? Че, понравилась тебе эта песня, что? Серьезно? Выложу себя, ты не против, конечно, выкладывай, Настенька. Я не против. Ты че? Конечно, Настюш, слушай, пожалуйста, укажи ссылку. А вообще-то не надо, наверное, на мой канал. Да не надо. Да, не надо. Вот. Ну тогда, если там хорошо, видать, спела. От души Мишань я в 9 встал, понятно. Вот. Так, что хотел сказать? А, там скоро дойдет очередь, Настюш, до тебя, и я скину на YouTube. Вот. Да. Скину. Ну, эту автоматически, да, я еще пока не был. Почему выложу твою ссылочку? Тогда, значит, смотри, когда будем обоюдно выкладывать видео, будем друг на друга. Я вот постоянно, люди, которые в Смуле присоединяются ко мне, ну, когда я скидываю видео, я прошу у них. И когда выкладываю уже на YouTube, я кидаю ссылку и говорю, что пишу что-нибудь, дайте какой-нибудь аккаунт в какой-нибудь соцсети, либо ссылку там на какой-нибудь канал, ну, где вас можно найти, потому что люди иногда пишут, а что за девушка, как ее найти, короче. Так что, если что, я дам ссылку на твой канал, и люди тоже будут смотреть. Так. Да, все, я понял. Так, она с него не сводит глаз. Точно, для Карла надо спеть же, да? Карлу песня какая-то понравилась в моем исполнении. Серьезно, обалдеть, я в шоке вообще. Ха-ха, нормально. Не то. Так, это значит в оборванном листе, короче. В оторванном, сука, листе. Деревня. Да похеру, че. Главное, вам же нравится, че, кому-то, что я вот так вот сижу, как дурачок тут. Листики перебираю. Мама дорогая, сейчас ты что, упадешь? Тихо. Всем приветули, пока я у мужа в деревне, здесь связь лагает, я куплю Wi-Fi с безлимитом. Верочка, да, мы прям вчера так переживали за тебя, прям не знаю, где Вера. Кто-то говорит, залетела, я говорю, ну не знаю, нет, наверное, еще пока, короче. Ладно, все шутками. Ладно, Вера, спасибо, что забежала. Какая мягонькая, суперская. Она с него не сводит глаз и молча льет в подушку слезы, и пишет строчки о любви, и тут же жжет. Она еще не поняла, она еще вполне серьезно надеется и верит, что он подойдет. Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым, ведь у него в мечтах не ты, забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым, ведь у него в мечтах не ты, на
только в любви своей, не слушает чужие сплетни и пишет строчки о любви, то просто ждет. И в общем безразлично ей, с кем он проводит вечер летний, надеется и верит, что он подойдет. Забудь его, забудь, уйдет любовь как дым, ведь у него в мечтах не ты, не ты, не ты. Забудь его, забудь, уйдет любовь как дым, ведь у него в мечтах не ты. На-на-на-на. Карл, надеюсь, ты оценил, да, по достоинству. Так, ура, голубка, в гости впорхнула, приветик. Я думаю, проблем не будет, комп есть, а переслать от 30 до 5 моими деньгами я постараюсь, если получится, в субботу выслать. Только надо как-то связаться, нужен точный адрес и имею модем. Модем еще хочешь, что ли, до кучи? Да не вопрос, связаться, я тебе говорю, ну, вот стрим закончится, ну напиши под ним свой номер телефона, прям знаешь. Ну и короче, как мы сделаем, я его запишу себе, ты же в WhatsApp есть, я запишу его себе и сотру твой комментарий, если хочешь оставлю. Я тебе напишу прям точный адрес свой, да. Хорошо, Эдни? Простите, но заебали все, довели магазин Ярм. Да, Верочка, понятно. Ахаха, огонь. Карл, тебе понравилось, не понравилось вот это? Огонь. Миша, мою. Да не вопрос вообще, Вер. Не ругайся. Сейчас, Верочка, твою споем. Блин, сколько тебе. Что-то их так много стало, я не знаю. Не ругайся. Это Вере. Ну, Саш, видать, у нее там, правда, достали ее все, не знаю кто. С мамочкой. Тебе тут привет. Давай, открывай, да, открывай. Большой, здесь нет, надо все. Открывай, я тебе говорю. Модем или роутер, как у вас там правильно? Да не вопрос, Эдни. Не вопрос вообще, да. Так, с мамой. Она не знает эту песню «Детство босоногое» мое, помню. Я не знаю песню. Так, мама, да, вон она, мама. Настя, смотри, Настя Жаткина, она спела песню, которую сегодня в Сумуле пел «Уголек», специально для тебя прям. Детство босоногое мое помнит, как пекло от раскаленных крыш в полдень, и весенний ветер надувал парус, пахнущий морями простыни. У меня под майкой голубок белый, я с утра сменял его на свой велик. Ох, и будет дома нагоняй, только нет меня счастливее в эти дни. Там, высоко, над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Первая несмелая любовь, Оля, до рассвета вечер выпускной в школе, голуби которых я поднял в небо, губы чуть соленые от слез. И
Казалось, будто в вышине синей птицы написали мне ее имя. И вот эту память о любви первой я с собой как ладанку пронес. Там высоко над землей кружится стая. Если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Вот уже роняет желтый лист осень, укрывает бережно зимы просит. Старые привычки бережешь свято, мелочи приковывают взгляд. И когда тоскою защемит сердце, я спешу навстречу со своим детством, вспоминая его белых, словно много лет тому назад. Там высоко над землей кружится стая. Если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. И рядом только небо синего. И рядом только небо синего. Ягодная лаборатория, здравствуйте вам. Здравствуйте. Да. Iron Black. Привет, давно не виделись. Как жизнь молодая? Все потихонечку, все движется. Да, Iron Black, здравствуй. Наверх лучше не смотреть, если сверху стая. Нормально, нормально. Нормально. Стас, смотри, ты говоришь, разбор какой-то песни. Да какой из меня разборщик? О чем ты, дружище, говоришь? У меня, я даже видео не монтирую, потому что у меня компьютер не потянет там что-то, я не знаю. Да и не соображаю. А какой разбор песни? Зайди на YouTube, там разбор песни напиши любой и все. Опять эти карие глаза, блин, в голове. Ага, блин, 1,5 часа стрим идет, вообще офигеть. Я в шоке. Как быстро с вами, ребят, время летит. Обалдеть. Сыграть что-нибудь интересное. О, голубка, привет. Сыграть что-нибудь интересное. Iron Black, как это? А, давай, да, группа крови пойдет тебе? Группа крови на рукаве. Твой порядковый номер на рукаве. Пойдет? Iron Black. Так, Black это черный. Iron, что это такое вообще? Iron. Кто английский знает? Да. Да, все, сейчас будем петь. Да. Да. Петлюру спой какую-нибудь. Так, Стас пишет, нет. Что вообще происходит? Давай перемен. Перемен требуют наши сердца. А, у меня нет слов ее, Стас. Ты уж прости, но у меня нет ее слов. Давай Цой, перемен. Миша, ты видел, как Настя танцует? Да еще козочка, люди, смотрите, класс. Где она танцует? В смысле? Так, я после этого зайду на канал, к ней посмотрю. Я улетела, любимки, не дома. Ладно, Верочка, спасибо, что забежала. Да. Ой,
Офигеть. Непонятно. Ладно, Вер, да, спасибо. Так. Так что, Стас, уж извини, перемен я не знаю. Не знаю. Я вас обожаю. Мы тебя тоже, Вера. Мы вчера переживали, где Вера, где она вообще там. Многие говорили, где же Вера наша. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Да. Сара, привет тебе, Сарочка. Здравствуй, здравствуй. Я рад, что ты забежала. Ну, да. Ой, это же правда мягкая, гибкая, хорошая. Ох, надо посмотреть будет. Танец Анастасии. Ничего себе. Саша, напиши, как называется видюшка. Пожелали тебе, Михаил, удачи. Кто, Стас, кто? Михаил, я рада видеть вас. Взаимно, Сара, взаимно. О, Лимба, 3 троечки, всем привет, здорово тебе, здорово, здравствуйте, здравствуйте. Что, наверное, геймер, ох ты, нифига себе, здорово, как дела? Да, нормально все потихоньку, сейчас надо, наверное, ее убрать. И на электро поиграть. Новая гитара, смотрю, да нет, это сосед дал, ну, потому что тут человечек заходил, маэстро. Вот. Ну вот он попросил, чтобы я спел на электро бесперспективняк, чтобы я спел на акустической гитаре.
Ну, ну, что, попросил, как человек хороший, я взял гитару. Надо свою акустическую, да. Удивительно, что ты на стримах с таким настроением хорошим. А чё? Не, ну были стримы, были. Что я прям... Ну я, скорее всего, знаешь, Стас, я не настроение, а уставший просто был. Один я его стер потом. Ну просто вот такой вот вообще был. Как будто, знаешь, как бухой. Кто помнит, я не помню. Кто-то был тут, сидел и видели там. Он шел минут 20. Ну а чё грустить? Если я сейчас начну там, да, о своих проблемах каких-то говорить, что это вам надо? Зачем? Правильно, вы приходите что сюда? Посидеть, послушать музыку, там, я не знаю. Друзья, подписываемся на канал Сары, ставим лайки и относимся к ней с уважением. Молодец, молодец. Так что, вот так. Море, отдых, отрываемся. Все, я понял, Саш, спасибо. Спасибо, обязательно зайду. У чата задержка немного. Ну, наверное. Потому что я в тот раз открывал сайт с минусами, пел под минус. Задержка была 2 минуты. Ты можешь себе представить, Стас? Вот. Так, короче, ребят, вы давайте тут знакомьтесь, пойду курить. Время 1:31, стрим идет, каждые полчаса я курю. Так что я сейчас вернусь к вам, вернусь. Обязательно так, что мы там смотрели? Девушка просто куколка. Давайте дальше посмотрим. Вот так. Ага, дорогие мои старики. Нет, бандитский Петербург лучше. Такая четкая песня. За рекламу нужна дополнительная оплата. Да нет, Стас, ну они все мои друзья, как и ты. Пусть рекламируют каналы друг друга. Мы же ходим друг к другу на стримы и также подписываются там. У кого-то на меня подписывается, на моем стриме кто-то подписывается на другого. Бро, спой карие глаза, пожалуйста. Павел Макасеев. Здравствуй. Здорово, дядя Миша. Кури, значит, каждые 2 часа. Какие 2 часа? Ты о чем? Так. Тетя Ален, привет тебе. Привет, тетя Ален. Так, все, сейчас я покурю. Никуда никто не уходит. Так, тетя Ален, давай там палец вверх. Вот. Подписку. У тебя там соцсети есть сразу, чтобы всех, короче, чтобы во всех соцсетях. Ссылка на мой стрим. Вот. Потом мы с тобой начнем дискуссию какую-нибудь по какому-нибудь поводу. Бро, спой карие глаза, пожалуйста. Геймер, сейчас. Значит, смотри, я ее пел, ну, спою еще раз, не вопрос. Я пойду дымить, ребятки. Пока познакомьтесь там, кто откуда, что, куда. Да. Сейчас, буквально 3 минуты, я вернусь. Не убегаем. Привет. Ну что, попробуй петь. Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть... Мишка, держи. Саня, спасибо. Это сосед, короче, мне закинул 95 рублей. Сашка, спасибо, дружище, спасибо, Саня. Гитару дал, еще и денег киданул. Красавчик. Да, 100 мне закинул. Спасибо, Сань, спасибо. Ладно, все, я дальше. Саша, Он вон там, дома, он дома. Ладно, все, пойду. он сейчас здесь увидит. Пойду покурю.
Да, ее тетя Алена зовут, вот. Не Павел это, а тетя Алена. О, Алена так бы сразу и сказала, это тебе, зайка, шарики, шарики с этим, с гелием. Да, меня зовут Михаил, у меня иногда тоже голова не соображает большая, потому что начинает думать голова маленькая, спасибо. Вот. Вот. Ну, это так бывает у всех парней, да. Алена, ты чё на? Шарики, шарики, воздушные шарики с гелием. Нет, он дядя Миша. Дядя Миша, тетя Алена. Тетя Алена. А почему у тебя голова не соображает? Кстати, геймер, тут геймер. Геймер. О, все, я понял. Давайте споем «Карие глаза» для геймера. Вот. Мне ж не сложно для людей, которые заходят ко мне. Вот. Спеть песню. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Как хочу, чтоб знала ты про тебя лишь мои сны, как реально вижу, будто в жизни я. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Нет, это не то. Басы. Может, басов прибавить, а? А чё не на акустике? Ну, я не знаю. О, басов так лучше. Я не знаю, Лимба. Три тройки. А, нет, я же говорил 333, да. Она китайская. Звучит лучше же, ну я не знаю. Настя, которая Настена моя, Мишутка, что-то написала и все, я не знаю. Настенька, ты тут? Что? Что такое? Что случилось? Анастасия! Ау! Да, лайки не забываем, ребята. Ну, я так думаю, все на меня подписаны. Так что не стоит об этом напоминать. Ну, вдруг кто-нибудь залетел там, я не знаю. Забежал, точнее, залетают девушки. Ладно, в принципе, не об этом суть. Вот. Мне кажется, все на меня тут подписаны, которые сейчас на данный момент присутствуют на моем канале, на моем стриме.
От кого залетел? Я не знаю, от кого кто-то залетел. Настя ушла, походу. Ну, ёкарный бабай, ну как вот такая? Геймер, я надеюсь, тебе понравился, если тут еще. Геймер. Настя, Настя, ты тут? Я тут, от кого залет? Не, я говорю насчет подписок. Если кто-то, говорю, залетел сюда, может быть, тогда тому прошу подписаться, потому что все вот ребята, девчонки здесь подписаны на меня. Настюш, ты написала Мишутка, я пел песню, я смотрел, читал чат. Мишут, дальше, да, Мишутка, да, это я. Ну говори, что ты хотел дальше. Ладно, ребят, пойду байки, температура поднимается. Блин, что ж ты, тетя Алена-то заболела-то такая? Там выздоровленьте скорейшего, болеть. Желаю болеть тебе только любовью взаимной, да. Любовь же это болезнь тоже. Выздоравливай, да, действительно. Болеть это, не знаю, стрёмно как-то. Ну, в смысле, не стрёмно, плохо болеть, плохо. Так ты ж лечить не хочешь. Чем? Ты далеко. А чем лечить-то? Что-то на улице движняк какой-то начинается. Что ты, Настюш, хотел написать, подписать? Как штык не нужно, просто можно. Рады быть. Не, у нас сухо. Ска, весь день этот дождь. У нас нет дождя, нету. Да, вот именно что. И Артем написал минус. Правильно, нет у нас дождя. Жара 36. Михаил, спойте мою песню, пожалуйста. Второй день бесит уже дождь. Так, убегая от судьбы. Я помню, я убегая от судьбы. Да, Сара, твоя же эта песня. Убегая от судьбы. Та-ра-та-ра, та-та-ра-та-ра. Что там за, я не знаю, терки какие-то на улице, территорию делят. Что происходит-то? Убегая от судьбы, ты не скроешь свои глаза. Там когда-то были мы, теперь шумит зима. Убегая от себя, ты идешь в глухую даль, а я, целуя другую, вспоминаю твои глаза.
вместе с дымом сигарет сгорает моя душа. Тебя когда-то вновь полюбят, но ты знай, не так, как я. Кто сказал, что время лечит? И где лекарство от этой боли? Холод мне тихо шепчет: не заживет рана твоя. Кто сказал, что время лечит? И где лекарство от этой боли? Холод мне тихо шепчет: не заживет рана твоя. Кажется, кто-то стучится. Секунду, ребята. Да, продолжаем дальше. Сереж, здорово тебе, да. И когда-то через годы встречу я твои глаза, улыбнусь, скажу я здравствуй, и утихнет боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Да, такая песня. Здорово, Серый, здорово. Как ты? Как сам? Михаил, спасибо. Пожалуйста, Сара. Ой. Что у нас там? Что-то Серега зашел и ушел, походу. А тут здорово, Сереж. Давно тебя не было. Или мне так кажется, не знаю. Как дела? Ну, а пойдет, Серый, пойдет. Днем работаю, вечером стримы, как обычно. Вот. Сегодня спал целый день. Ну, отдыхал, короче. Целый день почти, да. В обед проснулся, поел, песен попел и опять спать. Ну, за неделю отоспался хоть, да. Следующее выходное, воскресенье сына вести, и уже все, домой. Поедет домой. Сара спит уже, походу, да, Сара? Так что ничего пока не меняется. Работа, дом.
Дом, работа. У тебя что нового? Ау, спой, плиз. Ау. Давайте ее на акустической спою, короче, и пойду покурю, наверное. На акустической спеть надо ее. Ау. Я не сплю, глаза прикрыла просто. А, вон она чё. Ишь ты, вот ведь. Да, вот она, песенка, да. Пока в тетрадке, пока не на оторванном листочке. Ладно. Не дразни, я тоже чай хочу. Да иди налей себе чай. Чё ты где ты вообще находишься? Поехали! Если превратишься ты цветочком в поле, я пчелкой лепестки твои найду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Если станешь рыбкой в море, ихтиандром я на дно сойду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Если станешь ты гитарой, я баре возьму на пятом ладу. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Если станешь ты розеткой, штепселем я в тебя войду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Ты ромашка, я весна. Ты жвачка, я десна. Ты переносица, я гайморит. Ты Испания, я Мадрид. Ты невеста, я фата. Ты желудок, я еда. Ты мелодия, я баян. Ты Оксана, я Бабаян. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Да, хорошая песня. Серега, ты ее просил, оказывается, да? Ау. Вон она что, вспомнил все-таки. А это теперь Артемовская любимая песня. Наравне с «Приходите в мой дом» Михаила Круга, который. Слушай, она в натуре звонче звучит, чем, наверное, чем электро. О, Сара подглядывает, Сарочка подглядывает, да? Пойду покурю. Да.
Пойду я дыману, ребятки. Дыману я пойду. Покурю. Вот. Ага. А вы тут пока тут, да, посидите? Ну да. Киша ставь. А чё, Киша? Киша. Киша, я не помню, есть у меня киш, нет? Подожди. Скорее всего, нету. Маленький шут, это же не киш? Приходи, там где клен шумит, так. Танцы на стеклах, Тулула. Ты меня забудь. Шатунов. Нет уж, Киша. Блин, а чё поставить? Эй, стой, что делаешь? Ага, Вите надо выйти. Вите надо выйти. Есть она, кстати, у меня, Вите надо выйти. Тихо, свойства. Чё 30? 30 лайков. Да ладно, серьезно, Саш, 30 лайков. Серьезно? Такого никогда не было почти. Вите надо выйти. Сейчас мы поставим вам Вите надо выйти. Так. Ну, она была же, ну, Вите надо выйти. Что-то я не понял. Вите. В смысле? Вот она, нашел. Ах ты, сука, спряталась. 31, 27, 3, у всех по-разному. Обалдеть, вообще в шоке. Сейчас, ребятки, я вернусь. Сейчас я вернусь.
Да, Сарочка, на вкус и цвет все фломастеры разные, особенно синий, там побольше спирта. Вот. Саш, слушай, Сань, напомни мне 20 августа, то бишь через 2 дня, напишешь, что я могу забыть, что это 7 лет каналу будет моему. Ладно? Вечером стрим замучу. Название, чтобы будет такое какое-нибудь напишу, соответствующее. Она кроме 2 слов ничего не спела. Она очень хорошо поет, Сара. Настя, злая мандаринка, очень хорошо поет. Ну, вот. Это она вообще молодая там. Я в этом приложении, где я пою в Смуле, я там 3 года. Ссылки есть в этом. Когда на канал заходишь. Но если ты с компьютера, там прям на шапке канала сбоку, с правой стороны, там 3 ссылочки. ВКонтакте, Одноклассники и приложение, в котором пою, написано. А если нет, то заходишь в графу о канале. И там вот эти 3 ссылки. И вот там мой никнейм. Вот, а где она? Я не знаю, где она. Ну, занята, она же работает, Настя. Вот. Вот так вот. Всем привет, забежал на перекур. Я только что покурил, да. Здорово, Андрюш, еще раз. Мам, подогрей чайник, а, пожалуйста. Подогрей чайник. Андрей, привет. Андрей. Саша, не обижай маленьких. Привет, Сара. Да. Михаил, меня Александр обижает. Саша, не обижай Сару. Это наш человек. Да. Не надо ее трогать. Тар-та-тар. Остались самые стойкие остались, да? Видимо. 3 сейчас стрим. Не-а. О, Сережка еще тут. Офигеть. Не-а. 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 Я в плюсе. Давайте я вам грустную песню спою. Ух ты. Что это? Ну, правильно, сейчас у всех стримы, конечно. Ну да. Гитару еще взглядом на заднем плане, а она нет, она у меня вон, она с того боку, электро с другого боку. Я испарюсь, убегу, улечу, словно птица. Буду к тебе приходить, я тебе буду сниться. Будешь меня вспоминать ты лишь ласковым словом. Только с тобою мы больше не встретимся снова. Опадет листва и выпадет снег. Грустные слова, тебя рядом нет. Опадет листва и усмою дожди. Это все слова, а ты меня жди. Ты не пытайся создать меня вновь, бесполезно.
Я не смогу жить с тобой, мне в реальности тесно. Ты будешь плакать, а может, отыщешь другую. Только ты помни, что где-то я все ж существую. А падет листва, и выпадет снег, грустные слова, меня рядом нет, тебя. А падет листва, ее смоют дожди. Это все слова, а ты меня жди. Эта песня офигенная, прям, да, на самом деле. Веселое что-нибудь, блин, Серег. Ой, что ж веселое-то спеть-то, а? Проблема. Жал всем пока, если что, увидимся. Давай, Андрюш, покурил на стриме, дальше побежал работать. Журавли. А кто, Саш? Новых-то нет, нифига, все старые забегают, которые уже были сегодня. Улетали журавли на юг, от зимы, от холодных вьюг. Унесли они с собой и радость, и весну. Я хотел тебе сказать прости, ты побудь со мной, не уходи. И слеза, скользнувшая по щеке твоей, упала. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Ты ушла и больше нет тебя, поселилась в доме пустота. Одиноко догорала на столе свеча. Я желаю, чтобы, как всегда, ты смотрела нежно на меня. И журавли вернулись, чтобы поскорее сюда. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Сара Наташу потеряла, походу, да, наверное, Сара? Да что ты, муха, на телефон садится, иди отсюда.
Я что прибью тебя сейчас. Ну. Что, все разбежались, походу. Пара-пам-пам-парам-парам. Все тут. 5 человек. 5 человек. Сара, Серега, Саша, Тёма и кто-то еще. Кто-то еще. Что за ссылочка, Саш? Что это такое? Ты смотри, ты что, на телефоне греешься, что ли, или что? Кто-то в сторонке спит. Не знаю, кто-то, да. Кто-то что-то кто-то. Хочу мандаринки это показать. Светлана Мартынова. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, тетя Свет. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго вечера. Ой. Там мы уже почти все закончили, уже 3-й час идет стрим, ну. Так что, как дела, как мама, ей большой привет. Нормально все, относительно хорошо, да. Мама, тебе привет большой от тети Светы, Артема матери, да. Она там что-то готовит, что-то, не знаю, нас кормит с Владиком, с сыном, которому через неделю уже уезжать. Света, тебе всего хорошего желаю. Здоровья, всего самого наилучшего. Цвети, пахни. Вот так, да. Спасибо. Ну, вам спасибо тоже. Че, надо спеть нам что-нибудь еще, что ли, я не знаю. У Артема металл-то есть, страна волнуется. Он есть, Саш, есть. Я ему там наварил, ему красить там, я не знаю, сколько ему там красить, это ужас просто. Этот день сгорел дотла, теплым падает листва, и ночь зажгла огни столицы. Страстно небу отдаюсь, и щекой к нему прижмусь, сорву звезду в ночной теплице. Забери меня, 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 забери меня. Обнаженная луна, словно озеро
озеро без дна, без берегов и без секретов. За невидимой чертой становлюсь самим собой и без любви, и без ответов. Забери меня, 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 забери меня. Вот, Тёма начал тоже стрим, да. Офигенная песня. Да, Сереж, я согласен с тобой. Фактор 2. Распалась группа, жаль, конечно. Пацаны нормальные песни пели. У них разнообразный, да, репертуар был. Война вот это вот. Забери вот меня, ее почти никто не знает. Ну, знают, конечно, но немногие. Ну, как ты здесь? Да потихоньку, Макс. Что, сидим, песни поем. Я пою, подпевают мне. Вот, ребята, да, лайки ставят, все нормально. Давайте эту песню споем, да, действительно. Я ее очень давно не пел. Ну, удачного стрима. Продолжай в том же духе. Спасибо, Макс. Не знаю, как тебя зовут. Наверное, Макс. Вот. И ты, спасибо тебе, что ты забегаешь ко мне. Да, спасибо огромное. Я вообще благодарен каждому человеку, кто меня поддерживает. Да. Чистый звон бокалов и родные лица. Мы здесь собрались все, чтоб повеселиться. Вспомним-ка, дружище, как нам трудно было, как тебя, девчонка, быстро позабыла. За что мы пьем, за что мы пьем? Да не за праздничным столом, за то, что в жизни не сбылось, за запах девичьих волос, за те места, где небо крыша, за телеграмму замуж вышла, за марш-бросок глухие стоны и за армейские погоны. Вспомним, как ты прыгал в рамку самолета, как бежал на марше, проклиная что-то. Вспомним, как мы жили сутками в болотах. Так давайте выпьем за парней, что в стропах. За что мы пьем, за что мы пьем? Да не за праздничным столом, за то, что в жизни не сбылось, за запах девичьих волос, за те места, где небо крыша, за телеграмму замуж вышла, за марш-бросок, глухие стоны и
хорошая. Кстати, я давно не пел. Ну да ладно. Набрала это что-то в первой ссылке было. Вторая ссылка тоже про птичку. Понятно, спасибо. Красота и нежность. Ну как? Пойду я потихоньку. Да, Сарочка, спасибо, что была на стриме. Да я тоже, наверное, ребят, закругляться надо. Завтра на работу. Миша, где у нас злые фрукты? Я не знаю, Саш, где Настя? Она внезапно приходит, внезапно уходит. Ну, работа, наверное, там личная жизнь какая-то, не знаю. Вот. Михаил, спасибо вам за вечер. Да вам тоже спасибо. Всем, ребята, что со мной постоянно причем. Да, доброй ночи, друзья. Спасибо, Сарочка, спасибо. Да, вся жизнь впереди, разденься и жди, да. Вот. Нам надо спеть песню, мам, знаешь какую, от которой у меня мурашки по коже на подсознательном уровне. Ну, помнишь... Где она? Она где? Она где? Она где? Вот она. Знаю, милый, знаю, что с тобой. Да. Знаю, милый, знаю, что с тобой. Потерял себя, ты потерял. Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал. Без тебя, тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без тебя, тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, хоть это так непросто. Ты найдешь себя, любимый мой, и мы еще споем. На-на-на-на, на-на-на-на. Сколько раз спасала я тебя. Не могу, я больше не могу. Но с надеждой, может быть, и зря буду ждать на этом берегу. Без меня, тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня, тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, хоть это так непросто. Ты найдешь себя, любимый мой, и мы еще споем. На-на-на-на, 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 на-на-на-на,
Артем тебе привет передает. Маме привет. Маме Артем, привет. тебе большой привет. А, кстати, Тем, ты писал, что привезет завтра вечером. Он там 25-й полосу заказал, я не знаю. Я надеюсь, завтра у него спрошу сам утром. Мне придется, потому что завтра 30-ю полосу обрезать на полсантиметра. Ты можешь себе представить? Я могу, конечно, эту полосу заварить как будет, но это представляешь, сколько пацанам мучиться полсантима стачивать полосы. Это они меня прибьют просто и все. Мне нужно спеть не надо, нет. Шатунова. Пока. Пока, Саш, давай, ты убежал. Давай, Санька, спасибо, что... Не забудь, пожалуйста, во вторник мне напомнить. Да я оповещалку, наверное, тоже поставлю, что мне моему каналу будет 7 лет. Офигеть. 7 лет. Да, толку нет. Ну да ладно. Так, наверное, все, хватит, наверное, тоже уже, все. Да? Да, конечно, что, третий час уже, 2 часа 30 минут как раз, Вова. Люди сидят же еще. Люди сидят, мам, ну мне на работу. А кто спать Шатунова? Не знаю, кто-то споет Шатунов. Шатунов. Все хорошо. Да подожди ты, всего хорошего, я еще не выключил стрим. Бухнем, ничего, в смысле бухнем. Блин, Зерновка начал стрим. Ну ёкарный бок. Когда же Андрюш ко мне зайдет, а? Сколько жду я его, жду этого Зерновку. И ни хрена он не заходит вообще. Печально. Так, сейчас я, ребятки, даже, наверное, выключать ничего не буду. Сейчас, подождите. Загрызут тебя, особенно серый. Спокойной ночи, Миша, тогда. Да я чё, а ты уходишь? Да я хочу... Блин, там стример есть один. Я все его прошу, чтобы он зашел ко мне. Поддержал мой канал. Я не ухожу. Ты уходишь? Нет, я не ухожу. Можно спеть песню. Миш, спой это про коня. Спой что-нибудь. Да подожди ты, мам. Я уже третий час пою, ну... До утра еще далеко. Какой до утра? Кто за меня завтра пойдет работать? Ты? Ты себя умел говорить, пошла. Да, конечно, пошла бы ты, естественно. Я в магазине работаю. Сейчас мы сделаем ход конем. Так, подождите, ребята, сейчас я вам включу что-нибудь. Я курить. Давай я тоже пойду курить, Тёма. Да. Так, я вам сейчас что-то включу, сейчас попробуем сделать ход конем. Так, мистер... Что было, я не знаю. Так, выход душевно. Бандитский Петербург. Вот так вот сделаем. Так. Ай, надо же звук выключить.
О, Анжелика, нифига себе, привет тебе, радость моя, привет. Привет. Здравствуй, Анжелика, здравствуй. Как ты? Да все разбежались уже, все. Сказал и хранил. Понятно все. Попросил паренька, который стримит, популярный очень, поддержать мой канал, задонатил ему 100 рублей. Нифига вообще. Нет, говорит, не рекламирую. Да. Ох ты, Зеля, здравствуйте, ребятки, хоть кто-то зашел с Зеленого канала. Спасибо, спасибо, ребята, за поддержку, хоть такую. Хоть 2 человечка зашли. Спасибо огромное. Да, вот так вот канал, что. Я хочу гитару купить, так не вопрос, в чем. Сейчас гитары продаются самые разнообразные, там китайские от 3000 до плюс бесконечности. Екатерина Светлова, Зеля, понятно, понятно. Покупай, в чем проблема. Конечно, ребят, сейчас все упирается в деньги, да. Вот. Какую лучше? Ну, смотря на какую цену ты хочешь рассчитывать. Сколько у тебя бабла. Вот. А ты когда зерновки донатил? Только сейчас, Сереж. Вот прям только сейчас задонатил ему 100. Зелимхану ты задонатил, он рекламирует. Зелимхану задонатить? Блин. Слушай, а это идея, кстати. Да. Короче, Миша, привет, у меня не грузит. Ох, ёкарный бабай. Как же так, Анжелик? Это печально. Это печально. Если честно, да. Я просто битбоксом занимаюсь и на гитаре хочу научиться. О, битбокс, я не знаю почему, вот мне 37 лет, я обожаю битбоксеров, прям, блин, от души, как они это делают. Дергачи сегодня проезжала. Ты серьезно? И не могла мне Понятно все с тобой. Эх ты, Анжелика, Анжелика. Битбокс вообще красиво, битбоксер это вообще, блин, я не знаю, мне так нравится, короче, их слушать. Вообще, я не знаю почему, но мне нравится битбоксеры именно, да. Я выступал на концерте в первый раз, я испугался, пот был, сердце болело, но выступил, еле как. Ну, конечно, эффект толпы, вот это боязнь толпы, да? Вроде бы, не знаю, там люди... Во! Что такое? Что такое? Да чё, я провод задел просто. 33. Чё, компьютер-то слабый, сам знаешь. Да. Вот и Не пугай так. А, кстати, Арсений Ивадов, я могу еще с аккаунтов подписаться. Дружище, ну если не сложно, подписывайся. Что, если нравится гитарное пение. Ну вот. Подожди, какому зерновке я донатил? Я же донатил сейчас только, блин, я донатил уже зелье сейчас донатил. Карный бабай. А я Сережке сказал, что я донатил. Можете в траве сидел кузнечик сделать? В траве сидел кузнечик. Давай я тебе в роковском стиле сделаю, хочешь? Пойдет тебе? В
траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречек, представьте себе, зелененький он был. Если сыграешь мою песню, задоначу 500 рублей. Какую? Я играю, ребята, у меня компьютер слабый, я играю то, что у меня вот здесь в голове, в тетрадках. Если я знаю, я сыграю, не вопрос. Говори, какая песня? Ура, вы самый классный. Спасибо, спасибо. Да ладно, какой я классный. Вот. Блин, а Сережка, что, Сережка где? Сергей, Чепчелинка, где он? Я же зелье донатил, а не зерновки. Муха. Где те from TM? Дели from TM. Какая песня, ты говори? Что за песня? Ну, я жду. Но сразу говорю, тяжелых песен я не пою. А может, если у вас нету дома? Да ну, какая-то она вообще древняя. Ты чё, Арсений? Не знаю я слов, правда. Серый, я ошибся. Не зерновки я донатил, а зелье. Зелье. Вот. Сейчас задонатил, короче, 100 рублей. Ну, видишь, ребятки зашли кто-то. Все равно. Вот. Спасибо. Правда, пока не подписались, короче, вот. Обожаю вас. Да за что? За то, что я на что ли спел? Так что, Серег, вот так вот. А ТМ, который что-то там писал, если, говорит, ты самое, споешь мою песню, я тебе, говорит, 5-хатку скину, говорит. Ушел. Походу, человечек. Ну да ладно. Стрим тормозит у меня что-то. 333, я не знаю. Почему так? Почему так? У меня вроде все в порядке. Чё ты, Тём, ушел? Ну ладно, беги, чё. Давай. Завтра на работе увидимся, да. У всех нормально. И снова здрасте, вы талант. Да ладно, Арсений. А, я понял, ты с другого аккаунта. Ну подписывайся, чё. Выступайте на концерт. Да какие концерты? Ты о чем вообще говоришь? Ты брось. У меня нормально. Это же ты хотел на меня подписаться, что ли? Ну подписывайся, чё. У меня высветится, что ты подписался. С колокольчиком, если да. У себя собирайте концерт. Да ладно, ты о чем вы, ребят? Какие концерты? Я 5 песен знаю. 5 десятков. Может, сотен, не знаю. Ну вот компьютер будет нормальный, будем петь очень много песен. Прям очень. Вот. Вот человечек там был, говорил, Зелимхану задудонить. А когда у него стрим-то начинается? Блин. Тут, видите, опять сейчас до 11 только петь, и все. После потом будут соседи ругаться. Вот в чем прикол. Да ничего страшного, Арсений.
Арсений, ты что? Я же не настаиваю, что вот вы зашли, вы должны задонатить денег. Нет, конечно же. Это все добровольно. Вот. Это все на добровольной основе. Надеемся, скоро будет компьютер, ты имеешь в виду? Ну, надеемся, заработаю, что себе. На донаты-то я не рассчитываю. Там, если какой-нибудь популярный донатер залетит, там, либо толпа народа, да? Ты ожидал, что сейчас каждый подписчик обязан надонатить минимум 5к, 5000. Каждый подписчик, ты серьезно? А вы ВКонтакте сидите? Смотри, Арсений, если ты сидишь с компьютера, на шапку канала нажмешь, там 3 ссылочки будут. Вот. Если ты сидишь с телефона, вот, зайдешь в графу о канале, да, там плейлисты, каналы и о канале. О канале там 3 ссылки. ВКонтакте, в Одноклассниках и где я пою. Я во время перекуров песенки ставлю. Вот это самое приложение, там, Смул, караоке бай Смул. Ну, вот так вот. Че, может, правда, на этой... Могу еще принести людей, попробую ссылку. Ссылку канала сканирую, людей проведу. Я могу сейчас привести людей. Давай, попробуй, если тебе не сложно. Давай, че? Сколько у нас есть времени? 20 минут у нас еще есть. Вот. Можно стримом поделиться, самим стримом, понимаешь? Вот стримом делишься. Вот. Это если у тебя сейчас на полный экран, а это полный экран сворачиваешь, там вот где плюсы, минусы, там пожаловаться, открыть чат и там поделиться, и прям стримом. Именно стримом ты можешь поделиться. Понял, Арсений? Я тебе сейчас объясню. Зачем скопировать? Ну да, в принципе, там нажмешь поделиться, и там будет много граф этих, да, столбиков, где можно делиться, и там будет скопировать ссылку. И все. Я надеюсь, ты понял, меня услышал. Ну да, на стрелку там нажать и все. Там, ну там видно внизу поделиться. Людей приведу. Да не надо, зачем? Пусть банят модераторы с других каналов, на людей приведу. Блин, да ладно уж, дружище, что-то заморачиваться. Тут сейчас забанят тебя кругом. А когда же у Землеимхана-то, блин, стрим-то? Да ладно, не надо, все равно. Нашел. Наверное, нашел, наверное, да. Алимба, ну ты скажи свое имя-то. Че это 333 у Зелимхана? Че у Зелимхана? Да, когда у него стрим? Ща идет. Блин. Серьезно? Владик! Подожди. Блин. Владик! Не слышит меня. Сын, сейчас, подожди.
Понятно все. Не высвечивается у него на экране донат. Потому что кто-то, говорит, ему там донатит, короче, какой-то идиот. И пишет всякую хрень. Вот так вот. А в чате писать это бессмысленно. Там народищу, там без толку. Жаль. Конечно, жаль. Ладно, хрен с ним. Вот так вот, короче, ладно. Все, вдвоем остались. Не против. Да, конечно, не против. Господи, выкладывай, чё. А4 попроси, я помогу вам развить канал. Арсений, я буду премного благодарен, дружище. Если уж, ну, если тебе понравилось. Я не отказываюсь ни от какой помощи, понимаешь? Да. Конечно, не против. Ну, чё ж против-то, ты чё? Днем я скидываю видюшку. Днем скидываю видюшку. А вечером у меня стрим, каждый вечер стрим. Но если ты на меня подписывался, если ты на меня подписан, либо подписался, у тебя высветится колокольчик. А так, знаешь, во сколько? В 6 часов вечера по Москве. Ну, где-то в 6, полседьмого вечера по Москве у меня начинается стрим. После работы как раз. Железо появится, будет веселее. Конечно, ты что, ты знаешь, сколько я песен смогу петь? Во-первых. Во-вторых, может быть, какие-нибудь игрушки начну стримить. Потому что сейчас в зиму, сейчас мне работы меньше будет. Вот. И времени будет больше, появится больше времени свободного. Вот так вот. У меня идея какая? Ну-ка. Идея. Я понял, что идея. Не поправляйся, мы понимаем. Что за идея? Что за идея? Вы можете снимать чат-рулетку. У меня компьютер слабый, Арсений. Слабый компьютер. Сейчас, если я открою чат-рулетку, там надо же это, чтобы... Я тебе говорю, у меня все упирается, понимаешь? Вот видишь, вот эта вот ссылка. Шкала на новый компьютер. Вот. Фактически это там вот 20-ку мне надонатили. Фактически там ничего нет. Потому что вот так. И поэтому, если я сейчас чат-рулетку буду это самое, то у меня, короче, все зависнет. Так что это... Все упирается в компьютер. Да. Такие дела. Ну, в любом случае, спасибо за какие-то идеи, там, за что-то, что хочешь ты там в инсту кинуть мой канал. Я не против, что. Пусть заходит, хоть кто заходит. Главное, чтобы адекватные люди были. Чтобы не было никаких антиидиотов, там всякую хрень будет писать. Мне это не надо, таких людей. Мне нужно не количество, понимаешь, а качество. Чтобы люди сидели там, поддерживали.
Сыграй что-нибудь. Екатерина Светлова. А, тоже точно, Катенька. Сейчас споем. Блин, время 11 уже. Ну ладно. На свой страх и риск споем что-нибудь. Сейчас битбокс еще не прославился, но скоро ну, сыграть какую-то песню. Ну, можете сыграть какую-то песню. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, твой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. А вы можете учить играть на гитаре? Просто хочу научиться. Арсен, я тебе, знаешь, как скажу, дружище, сейчас тебе YouTube в помощи и все. Там столько каналов, которые учат. Это раньше, вот мне 37 лет, раньше, да, была одна гитара, 20 пацанов, там 20 девчонок, и все друг друга выдирали гитару. Дай я попробую, дай я попробую. Ну, вот. Спасибо. Наташ, не за что, что. А вы сочиняли песни, голос красивый. Да, у меня есть одна песенка, я могу поставить ее. Вот. Моя авторская. Мне минус сделали на нее. Мельница называется. Вот. У вас сколько времени? У меня, значит, сейчас 22:55. Вот. Время, да, саратовское время. Светлана там, которая просила спеть, я надеюсь, она еще тут, и надеюсь, ей понравилось. Вот. Так что, Арсений, покупай гитару и, ну, и в YouTube там, не знаю. Там все объяснят полностью. Сейчас интернет рулит, YouTube рулит. Там такие есть профессионалы, которые научат от и до, с нуля. Ну, вот. А я так на уровне хобби, потому что днем я работаю сварщиком, а вечером я вот отвожу душу, пою песни людям. Так что, Арсений, а вы знаете знаменитые песни? Ну, конечно, знаю. Ну, какие? Всякого LJ, Тима Белорусских, я такие не пою. Медузу, в принципе, можно спеть. Мы с тобою звездопад, 2 билета на паром, танцевали до утра под неоновым дождем. Мы меняли города, обстоятельства на сон, откровенное вчера. Ты сегодня мне никто, отпечатки на руках, заводной магнитофон, время быстрая вода, утекающая вон. Кто не видит в небе знак, потеряет
медуза, 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 мои друзья. Медуза, 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 мои друзья. Что-то там, второй куплет я не знаю. Ну, у многих пользователей моего канала, подписчиков, эта песня вызывает рвотный рефлекс. Да. Короче, пойду я курить. Я вам сейчас поставлю свою авторскую песню, послушайте, оцените. Так что, Арсений, если хочешь мне помочь в развитии канала, я не откажусь. Я не отказываюсь ни от какой помощи. Да. Будь то она какая-то вот такая, там, ангел, райский человек с чистой душой, вы самый лучший, хороший, добрый, стример, Нил, таких еще одни стримеры не читают, даже они общаются с модераторами. Не, это что, я всегда чат читаю. Когда я пою, я, да, не читаю, потому что сбивается, понимаешь? Это все сбивается, но я все равно чат смотрю, да. Вот. Так что вот так вот. Спасибо за такие прям слова, блин, я аж покраснел. Я сейчас включу песенку свою, это моя песня, вот. Мне минус сделали на нее, оцените, послушайте. А когда придете? Сейчас, через минуты 3, через 5, да. Так, свойства, сейчас, секунду. Мы ее найдем, Вот она, первая авторская мельница. Ну, послушайте, оцените, да. Просто пообщаемся. Ну, не знаю, время-то, в принципе, уже 11. Вот, завтра на работу, наверное. Сейчас подумаем, сейчас. Сейчас я включу ее, пойду покурю. Так. Сейчас я вернусь. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом не поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелят языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить
в доме у реки. Мельница, как мука на мельнице, будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, опоет метелица, счастливо будем жить в доме у реки. Арсений, привет, ребят, подписываемся, пожалуйста. На меня, что ли? На меня все подписаны, которые тут. Это ты, походу, на меня не подписался, что ли, или что, я не знаю, не высветилось здесь и там не высветилось в телефоне, что подписан новый подписчик. Вот. Ну что, понравилась тебе песенка, Арсений? Арсен, все, я понял, Арсен, точно, да, Арсен. Я подписан давно. Подписался, да. Ну, значит, что-то. Без колокольчика, наверное. Наверняка без колокольчика. Ну, в любом случае, там что-то в инсту хочешь скинуть, там, не знаю. Мой канал, ссылку на мой канал, да не вопрос вообще. Вот. Если на мой стрим, то сейчас тебе надо как бы скидывать. И если на мой канал, то это заходишь, когда на меня, на мой канал, там справа будет, наверху 3 точки, на них нажимаешь и там. Очень такая хорошая, даже плакать начал, крутая. Да ладно, плакать-то не надо, нормальная песня. С колокольчиком. Ну, если бы ты с колокольчиком, я бы, наверное, высветился. Не знаю, короче, YouTube сейчас мутит, что-то мудрит вообще невозможно. Вот. Вполне вероятно, потому что отписывает людей сам по себе. Вот. Так что вот так. Андрюш, что у тебя там? Часок остался, да? До конца рабочего дня. Так что в любом случае, что, забегай, если понравилось. Забегай. Ну, петь я уже однозначно не буду. У вас домашние животные есть? Не, нету у меня домашних животных. Были. Но нету сейчас. Нет, сейчас закрою магазин. Ты в магазине работаешь? Ничего себе. Обалдеть. Так, что, 4-й час уже стрим идет, обалдеть. Найдите кота-кот в доме всегда пригодится. Зачем? Мышей ловить? У меня мышей нет. Магазин Лютуаль, охранник. О, Андрюшка, охранник, ёкарный бабай. Красавчик. Андрюх, видюшка наша с тобой не скоро появится на ютубе. Не скоро, я тебе сразу говорю. Но я ее, ну ты понял, да, я ее в избранную добавил в очередь. Вот. Знаешь, примерно через месяц она появится. Спел с Салмином напишу. Да, пойдет? Не, спел с Андрюхой Салмином, вот так вот. Точно. Блин, будет компьютер новый, буду, знаешь, что делать? Стримить эти. Стримить Зелорацию тоже. Под своим зайду аккаунтом. Туда-сюда и шорум-бору. Привет всем. Ну и хер с ней, главное спел. Ну, нормально спел. Вот этот и вот это коронное, это вообще прям шедеврально вообще. У тебя вообще компа нет? У меня есть комп. Как нету? Мистер Санлейхт. У меня есть комп. А как же вот эти бы ссылочки бы висели? Как? Чат бы как шел, если бы у меня не было компа. С телефона, что ли? С телефона я стримил. Нет, не то. Донатят ребята, донатят, а не высвечивается ничего на экране. Вот. Комп есть у меня, да. Но он слабенький, ребят.
Также так-то можно было бы, вот после 11, например, можно было бы петь под минус. Но если я сейчас открою вкладку с минусами, будет все печально, потому что все зависнет. Вот. Мгм. Я думаю, стать певцом, битбоксер чем знаменитый. Ну, не знаю, если хороший битбоксер с тебя выйдет, вот, то, блин, тоже. Я не знаю, смотри сам, чем будешь увлекаться по жизни. У тебя еще вся жизнь впереди. 14 лет, господи. У меня старшему сыну 19 год. Вот сейчас у меня средний гостит, ему 15. У меня 775 сокетов. Я понятия не имею, что это такое. Комп, наверное, такой. Ну, вот. Ну, скорее всего. Да у меня еще, видите, ребят, времени свободного нету. Я вот днем работаю, вечером я стримлю, да. Днем песенку скидываю там с одного приложения, в котором пою. Ну там все есть в описании к каналу. Вот. Если с компьютера, то просто на шапку нажимаешь канал, и там они с правой стороны 3 ссылки. ВКонтакте, Одноклассники и приложение, в котором пою, я написал. Да. У меня овчарка 9 кур, 1 кот и все. 9 кур, это да, да. Это самое главное, Арсен. 9 кур. Самое главное, самое важное. Мясо, да. Ну, вот как-то вот так, ребят. Будет, ну, ближе к осени, к зиме будет. Можете дать совет. Какой совет? Ну, 745 тысяч сокет вид материнской платы. Она была сделана в 2002 году. Оперативная DDR2, оперативная память. Я понятия не имею, о чем ты говоришь, серьезно. Я в этом вообще не соображаю, понимаешь? Ну, вот. Ну, у меня двухъядерный там какой-то процессор, не знаю. Что-то я кому-то говорил, читал. Вот, характеристики своего компьютера. Сказали, Мишаня, хреновый тебе компьютер. Я думаю, начать заниматься паркуром. Ну, ты определись, ты либо битбоксер, либо паркурщик. Тебе сколько лет? Мне 37. 37 лет. Так что вот так вот, как-то так. Тридцать 7 лет. Батя моему 33, он геймер. Геймер. Ну и чё? Главное, ему нравится, правильно. Вот. Это лучше, чем там, я не знаю, например, бухать либо колоться, да, там, это же лучше. Что, играет, сидит, не знаю. Стримит, скорее всего, да. Вот. Так что как-то так. Я битбокс уже знаю на все. Могу, думаю, паркуром и тоже. А вы в Clash of Clans играете? Это если мне вопрос, нет, я не играю. Конечно, ну вот конечно. Поиграйте, крутая игрушка для телефона. Нет, ребят, я на телефоне. Там есть, знаете, игры вот эти. Warmax, Warmix, вот эти червяки. Я в них играю просто, убиваю время. Вот. А так я играю на гитаре вечером. Для людей пою, для вас, собственно. Вот так вот. Так что, Арсен, там, если что, если хочешь поддержать мой канал, я не против. Да. Че, наверное, надо, хватит, наверное, заканчивать, наверное, потому что мне завтра на работу. Да. Все равно петь-то я уже не буду, по-любому. Хочу просто сидеть, общаться, да, смысла нет. Спасибо, кто был со мной. Вот. Зато вечером, ну, ориентировочно в 6 часов вечера по Москве. Вот. Это будет, по-моему, 7. Да, где-то в 6 часов.
Если подписан, кто на меня подписан, вот, тот, тогда что? Тогда тот увидит, ему оповещение пройдет. Ну вот ориентируйся, в 6, полседьмого по Москве. Женька, здравствуй, здравствуй, Женя, здравствуй, дорогой. А я-то думал, кто? Оказывается, это ты, белорус. Ну, Жень, 4 час стрим, время я тебе сейчас скажу, 12 минут 12-го. Все, соседи. Для моего друга Коли. Жень, без огорчения, я не буду петь. Плиз, нет, Жень, ну, я не буду петь. Ну нахер мне сейчас сосед прибежит. Вот такой, и начнутся тут терки, знаешь, мне этого не хочу. Пожалуйста, одну понял. Вот, Женек сразу. Ребят, давайте завтра, ребята. Я каждый вечер стримлю для вас. Мне кажется, уже все знают, которые старенькие, мои пользователи, подписчики мои самые любимые. Они знают, что часов в 6, там, полседьмого, в 7 максимум по Москве у меня начинается стрим. Вот. В каком бы я состоянии ни был. А, кстати, Жень, Коле привет передай огромный от меня, от Михаила. Пусть тоже там подписывается, не знаю. Что ты хочешь снимать, когда купишь комп? Ну, во-первых, мистер, песенный мой репертуар расширится, потому что сейчас я на данный момент, я сейчас пою только то, что у меня в тетрадке, что у меня в голове, да? Ну, иногда, если попросят ребята что-то спеть, ну, серьезно, ну, пожалуйста, вот спеши эту песню. Я ее слушаю, если вообще не знаю. Если она не тяжелая, я ее списываю и разучиваю. Вот, как бы. И то в не в оригинальной тональности, а вот как мне нравится. Вот. Это будет, я почти практически смогу любую песню петь, потому что я буду включать с минусами сайт, да, где слова, и буду петь практически любую песню. Вот. Так что так. У тебя хороший голос. Ну, я не знаю, люди сидят, людям нравится, как я пою. Вот. Пробуй Scorpions. Нет, ты что, Жень, во-первых, это... А, это... Подожди, а это Металлика же, да, вот этот? А ВКонтакте вы скинете мельницу песню? Она у меня есть там, Арсен. Смотри, в моих видюшках там есть, она должна быть. Вот. Это не Скорпы же, да? Это нет, это Металлика, точно. У тебя новая гитара, сосед мне дал. Сосед дал, не этот, а он тот парнишка мне сегодня задонатил, короче, 95 рублей. У тебя хороший голос. Да ну блин, ну давайте я спою. Сейчас спою, ладно, только перебором, ребятки, не буду боем петь, потому что сейчас, не дай бог, сосед прибежит, не хочу ругаться. Этот день сгорел дотла, пеплом падает листва, и ночь зажгла огни столицы. Страстно небу отдаюсь, и щекой к нему прижмусь, сорву звезду в ночной теплице. Забери меня, 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 забери меня. Обнаженная луна, словно озеро бездна, без берегов и без секретов. За невидимой чертой становлюсь самим собой, и без любви, и без ответов.
Забери меня, 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 забери меня. Все, больше петь не буду. Жень, скажи, там, это Коля была песня, да? Вот. Да она, видишь, Женек, она китайская гитара, она стоит. И звука на ней-то толком нет. Какой у вас любимый мультик? Любимый мультик «Ну, погоди». С моих времен. «Ну, погоди». А вот. Все вот эти части. Не вот эта, которая вышла там в 16-м году, серия 16-я. Или какая она там, 17-я. Нахер. Вот эти старые. Ну, Маша и Медведь тоже, вот, кстати, Маша и Медведь, это тоже прикольно, есть на чем поржать. Особенно, когда там свинья в подушку, это я ржал как конь просто. Вот. О, Наташенька. Наташенька, ты тут подслушаешь, а что ж ты ничего не пишешь, Наталья? У меня много. Знаешь ютубера Зерновка? Знаю, я постоянно ему пишу, я ему и донатил. Зерновки, постоянно Андрюши, знаю. И вот. Говорю, ну поддержи мой канал, ну пожалуйста, он любит же гитару. Вот. У него сейчас стрим идет, я знаю. Нет, он говорит, я когда-нибудь зайду к тебе. Ну, конечно, зайдет он. Но никогда сюда не зайдет. Зачем ему? 3 богатыря. Конечно, знаю, мистер. У меня жизнь мультик. Вот так вот. Знаю я, мистер Зерновку. Молодец, парень. Поддерживает. Сейчас все сделаем, жди. В смысле сделаешь? Как ты сделаешь? Офигеть. Ну давайте подождем уж раз уж как, что уж, не знаю. У меня мульт Иван, ежик в тумане, ежик в тумане. Ну жду, что, подождем, вдруг чудо какое-нибудь произойдет. Пожалуйста, не донатьте никому, я помогу вам развить, лучше купите компьютер хороший. Арсен, все упирается в деньги, дружище. Мишка, жди. Миша, жди. Да ну, Артем, ну он напишет, мистер, ну в чате он напишет. А оно не оно вот так вот пролетит и все, понимаешь? Пожалуйста, не донатьте никому. Арсен, ну что я донатчу? Ну 100 рублей я зелье закинул. Ну не прошло. Он сказал, я не буду рекламировать. Нет. Ну не будешь ты, не будешь. Что? Ну ладно, что? Будешь. Я же не доначу 1000 рублей там. Ну. «333-й. Так тебя Иван зовут, что ли? 39 лайков. Серьезно? Офигеть. Когда такое было? Обалдеть. Сука, ну почему я в частном доме не живу, а? Ну вот почему? Сейчас придется форчику закрывать, если правда кто-то зайдет. Да. Ему лень и жалко для вас подписчиков, он о себе думает. Арсен, с одной стороны ты прав, но с другой стороны, прикинь, сейчас он зайдет ко мне. Вот. Во-первых, он к пацанам-то и не заходит. Представь, сколько ему будут писать людей. Ты можешь себе представить? Ему каждую минуту будут. Зайди на мой канал, зайди на мой канал. А он контент делает, понимаешь? Дом покупает. Андрюш, денег дай, я куплю дом. Прям завтра. Такой простой. Я тут себе полтинник не могу накопить на новый компьютер. А ты говоришь. Я понял. Ну вот, а что тогда?
Дом покупает. Че он там, сейчас пойду с карточки сниму, сколько он у нас там стоит? Ну, лям стоит, сейчас пойду сниму. Так, слушай, сразу не снимется. 3 дня, короче, по 300 тысяч, да, и все. Фу, копейки вообще. Ни о чем. Да, и компьютер надо себе новенький за 1,5 купить, за 1,5 лимона. Пойдет. Да, и гитару нормальную, знаешь, так, примерно 1 за 2 миллиона. Вот. Жил бы рядом, вы бы стали миллионером. Мелочи все. Конечно, Ваня, это же мелочи. Чё? Дом. Вам нужно развиваться. Ну да. Да. Что-то мистера нет, короче. Все, мистер ушел и пропал. Сейчас, говорит, все будет. Да, легко. Да, конечно, ребят, все упирается в что? В бабки упирается все. 95% наших проблем насущных упирается в деньги. Это все. Не, говорю, в жизни песни придумываете. Да когда мне придумывать, Арсен? Я днем работаю, а вечером вот так вот душу отвожу, понимаешь? И выпускается. Я же говорил, мы тут до утра. Да нет, Андрюш, какой до утра? Ты чё? О чем ты? Завтра я опять буду до обеда спать. Мне шеф скажет, слышь, а ты не охерел? Дорогой мой друг, «Пираты Карибского моря» можешь сыграть? Ты чё? Нет, конечно, Вань. Я песенки простые пою просто и все. Так, короче. Да. Нет, сейчас сосед. Что-то я не понял. Сейчас сосед, что-то сосед. Я могу. О, Женя может сыграть «Пираты Карибского моря». Нифига себе, красавчик. Все, я пошел. Всем пока. Удачи тебе, Миха. Ванька, спасибо, что заходишь. Спасибо огромное, что поддерживаешь меня. Вот. Забегай. Вот, ко мне. Днем песня, вечером стрим, да. Пойду я, короче, тоже курну, ребятки. Вот. Я два дня не спал из-за школьной... Тём, я понял. Михаил, у меня тоже свой канал есть. Сейчас я покурю, Арсен, мы с тобой поговорим по этому поводу. Так, что он включил? Я сейчас это и буду смотреть, вдруг, правда, кто-нибудь, не знаю, зайдет. Ну, вряд ли, конечно, кто-то зайдет, но все равно. Так, вот хор включен. Да, хор, послушайте. Мельница. Опять мельницу, что ли? Ты серьезно, что ли? Ну, давай опять мельницу поставим, господи. Мне не сложно, что ж сложно нажать пару раз на кликнуть мышкой, что ли? Вот она, первая авторская песенка. Да. Сейчас включим. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все переменится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца
никому не разорвать. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелется, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом не поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелет языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Мельница, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Забыл прощаться. Спокойной ночи, Михаил Стас. Спасибо, что заходишь ко мне вообще, да. Карие глаза красиво спел. Да, она мне что-то самому прям понравилась, серьезно. Да в другой тональности, понимаешь, я спел и прям четко. Еще можно спросить? Да, конечно, естественно, как же, ты мой зритель, ты мой подписчик, естественно, спрашивай. И вот, Арсен, смотри, сейчас, наверное, не надо никого приглашать, потому что, я сейчас не буду петь, понимаешь? Ну вот, потому что сейчас соседи, они будут орать, там, не знаю. Давай завтра тогда уже пригласи, там, днем завтра скажешь ребятам своим. И вот тебе оповещение придет, что я начал стрим. Ну пусть на канал мой подпишется, что ли, не знаю. А вечером уж тогда не вопрос, споем, песен споем. Вот если действительно ты хочешь мне помочь. Спи давай. Стас, успеем. Да сейчас я уже, походу, никого не осталось. Сейчас, что, успеем. Как научиться придумывать песни? Это вдохновение нужно, понимаешь? Никак. Я вот одну сочинил, еще парочку штук, но я их не пел именно некоторым людям пел. Я их не пою нигде. А кто-то, да, кто-то сочиняет, прям моментально сочиняет. Для меня никак. Это для меня тоже никак. Эту мельницу я сочинил, там мне лет 16, наверное, было. То бишь, что это получается, 26, 36, 21 год назад. Офигеть. Так что вот так. Ну ты видишь, вот у тебя битбокс. Ты им занимайся лучше. Офигенный. Паркур это, знаешь, ноги себе, не дай бог, с руками поломаешь. А вот битбокс это, вот я не знаю, я постоянно смотрю битбоксеров на ютубе. Вот. Вот такой козел, ему пишу, он начинает читать, а потом резко уходит от темы. Так ты что, мистер, ему донатил, что ли? Или что? Или ты с ним лично знаком? Да, донатил, задонатил даже. Дружище, спасибо тебе огромное.
Я ему тоже донатил 6 раз. В смысле 6 раз? Если бы ты ему 6 раз задонатил, мне кажется, по-любому кто-нибудь бы зашел. Нифига себе. По 50 рублей. Я понял, понял. Лучше Михаилу задонатил. Да ладно, че. Я ему тоже донатил, мистер. Да вот. Ссылка удалена. Надо было написать просто канал Михаил Пугачев. Вот. Все, пиши. Я никогда ссылки не вставляю, когда доначу. Я пишу Михаил Пугачев. И когда донатишь вместо своего имени, пиши Михаил Пугачев, раз уж если вы хотите мне помочь. Вот. Михаил Пугачев. И там поддержи канал начинающего гитариста. Там, они знают меня. Я в тот раз задонатил, его брат что-то там говорит, ой, я его знаю, он в комментарии писал. Вот. Я, говорит, смотрю твои видео, я когда-нибудь зайду. Да, смотрит он мои видео, сын у меня смеялся, говорит, да, конечно, смотрит он твои видео. Вот так вот, мистер. Зачем ты ссылку даешь? Не надо, люди и так зайдут. Тут, видишь, Арсен зашел от зелий. Просто там это было написано, что Михаил Пугачев. А как там у тебя работа? Много? Много, Стас, много работы, много. Да. Так что так, мистер, конечно, спасибо, что... Ну, что-то ты не подумал. Да надо писать просто, что поддержите там начинающего гитариста, стримера, если уж на то дело пошло. Канал называется там Михаил Пугачев. Вот. И все, не надо донатить. Так вот, что... Зарабатывайте в интернете. Нет, это все нереально. Зарабатывать в интернете. Так что вот так вот, мистер, если ты тут. Я тоже поначалу, а не ссылку удалил. Я не помогу ему так, как Зерновка. Я пытался помочь, извини, Миша. Да ничего страшного, мистер. Ты что, оправдываешься еще передо мной? Не надо оправдываться. Ты что, спасибо. Я рад любой помощи. Вот. Ну просто... У нас завтра праздник какой-то, я забыл. Стас, я не знаю, какой это праздник. Также вот я ему, Андрюшке, и комментарий писал, и написал ему это самое, так через донат, типа. Ну, Андрей, ну ты когда, типа, зайдешь там, вот, вместо никнейма Сынинова написал свой ник и Михаил Пугачев там. И ребята зашли, да. Ребята зашли. Некоторые даже остались тут. Я не помню кто, правда, но заходили ребята. От Зерновки было написано. Меня пранканули даже. А вот. То, что типа загадай число. А я и не понял, потом мне сын объяснил, они 10 рублей мне скинули. Вот, скинули мне 10 рублей, загадай число, я аж растерялся, я думал, ну неужели Андрюша зашел? А потом написали, да мы пранканули тебя. Зачем этим заниматься, не знаю. Я вам посоветую, как уже будет народ, нужно сменять тему канала, вот, например, игры, а через полгода про вещи или опыты, или фокус. Нет, Арсен, я своей любимой теме я не изменю никогда. Есть еще ютубер Лудожоп, он тоже может помочь. Лудожоп, ему задавали вопрос, кто-то ему задал вопрос, у него донаты даже не отображаются. Вот, ему сказали, сколько будет стоить реклама канала. Он говорит, 1 000 000. В смысле, 1 000 000 рублей? Так что Лудожоп это вообще не тема. С гитарой хорошая тема. Я тебе говорю, Стас, правильно. Арсен, я не буду менять тематику своего канала. Почему? Потому что пока гитара. Сейчас я куплю комп, у меня будет... репертуар, сейчас у меня он пусть вот такой, а это будет вот такой, видите, даже не видно. Потому что можно будет практически любую песню спеть, да? Кто-то зашел там, спой, я не знаю, там, Тима Белорусских, Незабудка. Да не вопрос, я включил сайт с минусами и спел ее. Так же, как я в Смуле пою очень много песен, вот. И все. Не, он залетает на стрим и помогает. Вот. Есть еще ютубер Лудожоп, он тоже может помочь, помогите. Да ты че, не... Мистер, он залетает кому? Как они вообще ищут? Они залетают, типа вот к Лего Плей, там, да, вот к таким вот, к стримерам.
Мой даже нигде сейчас не светится. Просто откроешь там прямой эфир, да? На ютубе, прямой эфир, и кто-то светится. Я даже не свечусь там, и никогда не буду светиться. Вот. Ребят, как программа называется, которая убирает смайлики с лица фотографии? Я не знаю, честно, Арсен. Так что насчет лудожопа, мистер, это при мне было, или при сыне, короче. Ему пишет кто-то один там, либо в чате он читал. Потому что у него, я насколько помню, у него донаты не включены вообще. У Вити, Виталия этого лудожопа. Реакции можешь делать, тоже хорошая тема. Реакции, и Стас, чего? Ты у меня в рекомендациях сейчас появился. Серьезно? Как такое может быть? Нереально. У меня 1000 подписчиков-то даже нет. Офигеть. Прикольно. Значит, слушаешь что-то музыкальное, либо... Ну, я не знаю, короче, мистер. Вот. Я обещаю в ВК ваш канал показать и Одноклассниках, и еще и Инстаграм. Арсен, я буду только рад. Ну, вот честно. Да. То, что, например, моему каналу через 2 дня будет 7 лет. А активно я начал стримить. Месяцев 5 назад. Ну так, знал бы я, что так вот можно. Блин, лет 5 назад бы начал уже. Он говорит, а вы модераторы не даете никому? Ну, Арсен, я даю людям, знаешь, кто сидит очень давно. Очень давно. Песни, видео, клипы. Ну, на другие работы. Реакции. Да, Стас, ну это все будет. Но я тебе говорю, сейчас у меня основная проблема — это комп. Надо его сменить, понимаешь? Чтобы он был нормальный. Потому что я пробовал, мне кто-то сказал, попробуй на Твиче. Я зарегистрировался на Твиче, все, через ОБС-ку все выставил, все. Ну давай, короче. Включил Твич, прямой эфир, у меня вот так тынь, и все зависло. Вообще все зависло. И все, мне пришлось компьютер выключать. У меня слабый компьютер, Стас, о чем ты говоришь? Потом, может, но будет, да, что-то думать, какие-то игрушки играть, не знаю. Но опять же, времени нет. А какой у тебя комп? Да хер его знает, какой-то Intel двухъядерный, короче, там вообще ни о чем. Слушай, ну если ты шаришь, я тебе могу сейчас прочитать. Так, вы любите дома снимать? Да мне некогда, Арсен. Я днем работаю, вечером я там помылся, поел и сразу на YouTube. Посижу 2 часа 3 и спать. Смотрите, вы снимаете стрим, как вы реагируете на смешные видео или против. Это понятно, но у меня никто не будет смотреть, потому что у меня мало народа. Давай, сейчас я тебе скажу. Ну, сказали мне, что говно, короче, у меня этот самый, а не компьютер. Так, как там? Так, компьютер, свойства, да? Свойства же, наверное. Вот, слушай, издание Windows, корпорация Microsoft. Ах ты ж, ёптать. Завис? Завис, походу, да, я? Или нет? Меня слышно, нет? Мне, народ, не проблема, найду. Нет, не завис, да? Смотрите, так, кто там просил? А, мистер, смотри, сейчас я тебе прочитаю. Процессор Intel R Core TM 2 Duo CPU E7500 2,93 ГГц 2,93 ГГц. Установленная память ОЗУ 3 ГБ. Тип системы 32-разрядная операционная система. Вот как бы вот так. Двухъядерный процессор. И 2 диска. Один на 114 гигов, второй диск на 34 гига. Древний как говно мамонта мой этот компьютер. Ну так вот. Народ, не проблема, найду. У меня ноут тоже слабый, ему лет 10. Ну вот так же, да, Стас. Вот примерно у меня так же. Лет 10, наверное. Сейчас.
У тебя 775 сокет, это ком 2002 года. 17 лет. 2002. Какая видеокарта? Понятия не имею. Я же тебе прочитал характеристики. Я не знаю, какая видеокарта. Да слабый ком, слабый. Компьютер слабый. Ну. Видишь, я сейчас открыл характеристики компьютера, у меня OBS переподключение. Подписался с нового аккаунта. А почему у меня не высвечивается, что ты подписываешься на меня? Спасибо, Арсений. Спасибо. Спасибо огромное тебе. Спасибо, дружище. Блин, с колокольчиком, когда подписываются, у меня высвечивается. И тут сейчас на Donations Alerts новые подписчики появились наконец-то. Потому что я со Streamlabs ссылку брал, вставлял. Может, больше моему? Не знаю. Это 17 лет моему компьютеру. Или кому это? Или, Стас, твоему? Не знаю. Но в любом случае лучше, чем ничего, потому что, да, вот сейчас вот все и высвечивается и топ донатеров, и шкала. А как будете заканчивать стрим, можно еще раз мельницу поставить? Да не вопрос, Арсений. Ну ты нашел меня, да, в ВКонтакте, там, в Одноклассниках, да, нашел, я надеюсь. И я же тебе объяснил, как меня найти. О канале включаешь, о канале, и там 3 ссылочки. Ну третья, вот, где я пою, там не обязательно туда. Потому что там надо программу скачивать, караоке Байсмуна. Там я пою. У меня там 1900 подписчиков, да. 3 года я там. Конечно, поставим, ну, конечно, обязательно поставим, раз уж понравилась песня. Вот. Так что, Арсен, не зови сейчас пока людей, там, если уж действительно хочешь помочь. Вот. С левой стороны есть диспетчер задач. Далее видеоадаптер и прочитай, пожалуйста, если не сложно. Еще нет, найду после стрима. Ну, хорошо, хорошо. Так, сейчас, подожди. Давай ко мне. Я ж дубом. Напиши еще разок. Так, снова нажми на свойства. С левой стороны есть диспетчер задач. Свойства. Диспетчер устройств. Я не вижу просто диспетчер устройств. Видеоадаптеры. И чё? Ничего не открывается. Дисководы гибких. Дисковод, звуковые. Дисковод. Что-то я не понял, короче, что тут делать. Действие. Свойства. Подожди, сейчас я вот так вот, наверное, вот так вот сверну ее. Всем привет, друзья, iKnow, здравствуйте, здравствуйте. GTA 5 онлайн, там общаетесь, работаете, играете, все есть там. Я понял. Так. Да. Левой кнопкой мыши нажми. Блин, ну как посмотреть? Диспетчер устройств. Видеоадаптеры. NVIDIA GeForce GTS 250 что-то, видеоадаптер. Вот это что ли? Блин, сколько тут всего неизвестно. Мистер, удачи тебе, Михалыч, побольше тебе денег, побольше настроения, бодрости, и что потенциал твой с каждым днем вырастал. Я спать. Давай, Стас, дружище, спасибо, что забегаешь ко мне. Наконец-то ты сегодня попал на мой стрим. Вот. Да. Ну да, и что, дальше вот.
Слабая. Я тебе говорю, слабая видеокарта. И у меня слабый компьютер. Я тебе говорю, мистер. Дружище, уж тебе врать, что ли, будет? Ты что ж? Надо менять комп. Мне многие говорят. Ну и я тебе говорю, что такая фигня. Так. В 11. Слабо, естественно. Кто хочет дружить? Всем привет, друзья. Кто хочет дружить? Но она есть, это хорошо. Видеокарта, ей, конечно, есть. Да нет, это не вопрос. Я буду теперь каждый день стримы смотреть. Арсений, спасибо, дружище, спасибо. Смотри с удовольствием. Чё, господи, я не... от адекватных людей никогда не отказываюсь. Заходите дружной толпой, чё. Если будешь с нами дружить, то я за. Вот, Арсений. Каждый день я скидываю песенку. Сегодня не скидывал, правда, потому что сегодня спал целый день. А вечером у меня стрим. Да. Но если вы подписаны, то будет высвечиваться у вас. А так, ну, у кого-то высвечивается спустя 2 часа, 3 часа. Заходит человек, блин, мне только оповещалка пришла, Мишань, спой. Я говорю, да я уже закругляюсь, я 3 часа стрима веду. Нифига себе, у меня только что. Так что где-то ориентировочно в 6, максимум в 7 часов вечера по Москве. Да. Вот так. Так, ну что, короче, я Арсению ставлю песенку «Мельница», и все, я побежал спать. Да. Хватит. На сегодня хватит. 4 часа. Ну вот как раз песня пройдет и... Так, первая авторская песня «Мельница». Вот она, кстати, стоит, да. Ага, все, ребятки, пойду курну и... Да. Потом приду, попрощаюсь. На сегодня хватит. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом не поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелет языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все перемелится,
мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Мельница, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Мистер, да спасибо, спасибо за такие слова теплые, спасибо огромное. Поможешь, так поможешь. Вот сын сейчас сидит. Тёма это сын мой, я ему модерку дал еще давно. Он так в крайне редких случаях выходит. Вот. Он говорит, что Андрюша, этот Зерновка, он каких-то, правда, своих поддерживает. Вот. Ну вот последнее видео, да, в чё он там, Лего Плей залетел, да, там ему задонатил. Вот. В ВК вытащи его. Кого? Эту песенку, что у меня в ВК есть. Вот. Что, все сидят? Сидят. Мам, тут молодые люди. А можно сына увидеть? Не хочет, он не хочет. Да иди. Тихо, тихо. Вы что, гоните что ли? У меня стрим, они тут начинаются. Ну можно сына увидеть. Ну ему, тебе сколько, 15 лет ему? Да. Обыкновенный парень, что? С новым телефоном. Мистер. Мистер, как твое имя-то хоть скажи? Я ж ник твой нечитаемый, поэтому я тебя мистером называю. Вот. Поможешь, так поможешь. Что, я не отказываюсь от помощи. Вот. Александр, Саш, спасибо тебе огромное за. Вот. Ну, вон сын говорит, да, тут что там ссылка удалена, он видит эту ссылку. Видит. Вот. Ну, возможно, я его замучил, потому что под каждым видео я пишу там ему. Вот. Донатил я ему. Это бесполезно. Потому что действительно он что-то как будто, знаешь, заходит кому-то к своим. Хотя того Петровича он раскрутил очень сильно. Мальчишка-то. Вот. А я зашел к Петровичу, к этому. Ну ты видел, да? Петрович, который на гитаре там что-то играл, пытался. Что-то я не понял, что у него не получалось. Он его раскрутил конкретно, там, я помню, я был на этом стриме, там вообще фантастика была. Вот. И я ему написал там потом Петровичу, говорю, ну что ты зайди ко мне на канал, мне кто-то написал, типа, деньги плати. Я говорю, в смысле? Зерновка, Андрюша к нему зашел, ребята ему задонатили. Ну, достаточно много денег, все на него подписались. Вот. Все на него подписались. И что, теперь он деньги берет за то, чтобы ходить, рейдить каналы? Все, и тишина. Мне больше ответов не было от этой девушки. Да нет, он заходит, но очень редко. Ну, заходит, что. Вот. Спасибо, Саш, в любом случае. Но я тебе говорю, вот, надо было вот так написать канал Михаил просто Пугачев. Не надо было ссылку кидать. Вот. Видишь, вот я зелье задонатил. Вот, например, Арсен зашел. Вот. Просто там озвучка есть же. Канал Михаил Пугачев. Ну, смотри. Смотрю. Так что вот так вот. Что там? Открой мне. 750, нифига себе. 39 лайков. Сейчас смотрят 2 человека. Понятно. Ну все, нам достаточно. Хватит времени. 5-й час стрим идет, обалдеть. Это нифига себе. Ну смотри. Смотреть что-то. Наверное, пишет Саша что-то. Давайте подождем немножко еще. У кого там у Зерновки стрим идет, да? Да. Зайди на канал Жесткий в Ютубе. И дальше что?
типа сделаем рейд. Сорок лайков. 40 лайков. Ты поставил лайк? Давно уже. Давно уже. 40 лайков, обалдеть вообще. Фантастика. Ну, для меня, да, для меня это фантастика, да. 40 лайков, обалдеть. Простите, интернет пропал. Ничего страшного, Арсений, ничего страшного. Ты, Саша, имеешь в виду сейчас зайти на канал жесткий? Вот, Ну, нашел. Нифига себе, 407 тысяч подписчиков. А я сейчас не смогу зайти, понимаешь? Потому что, я же говорю, я через ОБС-ку сижу. Я даже не на своей странице на Ютубе сижу сейчас. Да и опять же, ну смотри, ну сейчас вдруг вот правда залетит он сюда, надо петь, а я сейчас петь уже. Пусть сын зайдет, зайди. Зашел к нему? Да. И что написать? Рейд от канала Михаил Пугачев? Да давай. Да, Подожди. 2 человека, где? У него? У нас. У нас 2 человека, ну, ничего страшного. Как сына зовут? Владик его зовут, Владик. Ну вот это саппорт 228. Я пришел. Андрюш, ты пришел, красавчик. А, ну да, у тебя закончилась смена. Ну дальше, Саш, что? Зашел. Ты пишешь уже что? Нет, подожди, не уходи. Можно еще раз месяц последний раз, когда уже отключать будете, пожалуйста. Че, неужели так понравилась песенка? Смотри, осторожно, это провод задел у меня ОБС. Смотри, пиши рейд от своего имени. Ну смотри, вот и что будет? Подключу друзей. Прям сейчас? Давай пиши. Рейд от канала Михаил Пугачев. Давай, пиши. Поехали. Дальше. Написал, Саш. Сейчас бабах. 3000 друзей Саши зашли туда. Да ну это все несерьезно, нет. Это все кропотливым трудом высвечиваются люди. Ты офигел мельницу гонять, прикинь, если бы он вживую пел. Не понял, Андрюш, о чем ты? Ты офигел мельницу гонять. У меня мельница есть, это же, в видео формате, ты чё? Вот. Смотришь? Они там даже не прочитали, наверное, мой комментарий. Но я тебе говорю. Я же не пою, ты чё, Андрюх? Сейчас нет, сейчас я уже не пою, я только включаю записи. Ну, пожалуйста, сделайте последний раз, потом мельницу позя для сна. Я тоже только по выходным. Для сна. Сейчас, Арсений, подожди, стой, я еще не ухожу. Сейчас буду уходить, я включу ее обязательно. Что-то Саша пропал, походу, да? Саш, ну если ты сможешь друзей подключить, так подключай их сюда, пусть они все заходят сюда. А потом можно всей дружной толпой туда уже идти. Другу помог. Ну это хорошо, когда другу помог. Это замечательно. А сделайте видео 10-часовую версию мельницы. У меня компьютер слабый, у меня нету... Как это называется, когда видео там переделываешь? Редактор видео, что ли? Или что?
Арсений, будет компьютер, будет все, будет. Сделаем обязательно, все сделаем. 10-часовая версия мельницы, чтобы... Давайте я вам мельницу спою, что все... Не надо нам мельницу, мы ее наслушались. 10 часов, сука, сидели, слушали твой клип. Сашка, походу, либо с друзьями пошел, либо вообще ушел. Ты у него сидишь на жестком? Да. Что там вообще у него? Ничего, его люди все. Много народу? Ты как? Офигеть вообще, блин. Я готов вечность слушать. Ну вот ВКонтакте там есть. Если нету, я сейчас добавлю эту видеоху туда. Мне кажется, есть, потому что я в Одноклассники кидал. ВКонтакте. Блин, ВКонтакте я тоже, мне кажется, кидал. Чат быстро бежит, да? Чё? Чат быстро бежит. Да. Понятно, поэтому мы пропустили. Ты зайди в Смойл и скачай себе. Ой, с Андрюх, ему молодой еще парнишка Арсений, ему 14 лет. Он даже не знает, что такое Смойл. Я добавлю ВКонтакте, ВКонтакт на свою страницу видео, если оно не добавлено. Мне кажется, оно добавлено. Так прикольно, рейд от канала Михаил Пугачев. Вообще никого нет, ни хера, рейд. Жалко, что я не увидел вашего сына. Да, обыкновенный парнишка. Ну покажись. Сынок, А? покажись. Не хочу я. Ну чё? Нет. Стесняется. Ну стеснительный, Арсений. Не хочет он. Чё-то Сашки нету. Ладно, короче, я включаю последний раз мельницу и все, я пошел спать. Да, может, Саша как раз придет. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом не поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами.
Соседи мелет языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все переменится, как мука на мельнице. Будем мы с тобой жить в доме у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Мельница, как мука на мельнице. Будем мы с тобой жить в доме у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. У меня мурашки от песни. Самая крутая. Выучи, тоже кавер сделай. Вы крутой. А песня огонь. Спасибо тебе, Арсений. Спасибо огромное. Прям, блин. Спасибо. Сейчас зайдет друг, мы тебе поможем. Саш, да ладно, чё? Вот там Артем писал, что 10 раз отправлял, типа, вот, комментарии. Они там перчатки выбирают, им некогда. Вот. У жесткого, походу, да, Тёма? Да чё, все равно, Саш, я же сейчас петь не буду, все равно. Передайте сыну, пусть не стесняется, он крутой. Чё это такое вообще? Чё это такое? Чё это за херня? О, интернет, да, моросит. Передайте сыну, пусть не стесняется. Чё это такое? Кукусики. И нет, лагай. Лагает, сука, начал лагать интернет. Все, короче. Передайте сыну, пусть не стесняется, он крутой, как вы. Я тоже боялся на концерт уходить, пусть никогда не стесняется некуда. Очень крутой, пусть сынок ваш тоже песни поет. А он не хочет, Арсений, я его хотел на гитаре научить. Он говорит, я не буду. Вот. Не хочет. Ага. Тём, ну конечно, у этого жесткого там 400, сколько там, 470 тысяч подписчиков. Скажет, господи, что ты какой-то Михаил Пугачев? Кто это такой вообще? Вообще, кто это? Может, зашел там, кому скажет, там, друг, зайди посмотри. Да у него там, ёпта, 1000 нет. Да нахер он мне нужен? Вообще, это какой-то придурок какой-то. Мужик какой-то сидит в белой майке. И все. Саш, спасибо в любом случае за помощь. Вот так вот. Так что, Сашка, надо было не ссылку на донат кидать, да, ссылку на канал, а просто писать Михаил Пугачев канал. Так проще. Вот видишь, Арсений же зашел от зелени. Вот. Ему скажите сладких снов. Сладких. Да он будет, знаете, до скольки сидеть, я не знаю. До скольки ты будешь? Я тут знаю. Доту будешь опять смотреть? Да. Он доту обожает вообще. Доту прям, блин, сейчас чемпионат идет мира, да? Что там русские наши, что? Ну, вышли в плей-офф. Вышли в плей-офф, о, нифига. Я вообще в доте вообще ничего не соображаю. Я если играл в компьютерную игру Hard Reset и GTA San Andreas, и то с читами. Вот. Я доту тоже люблю. Так что, ребят, все, хватит, наверное. Саша, там, я не знаю, меня слышит, нет. Сань, сейчас, ну сейчас зайдете вы с другом, там, с друзьями. Ну а толку, я все равно петь-то не буду. Уже время. Один человек, все. А, Арсений, значит, сидит, или Артем один. Ну, короче, ладно, все, ребятки, до завтра. До сегодня, точнее. У меня уже первый час. До сегодня.